Это Дума. Типун вам на язык. Нет у нас монополии на «Березке». Что? Если ты сейчас не ляжешь в постель вместе с ними, Что? но мы никогда не сможем получать газ только от демократии. Одно, другое, третье. Очень много вопросов к тому, что вы сказали. Сколько же бюрократов? И зачем? Я не знаю, я не плакал. Но мандата за это не лишат. Я надеюсь, что нет. Ура! Друзья, перед тем, как начнете смотреть, напомню, YouTube в России заблокирован, поэтому нам очень пригодится ваша помощь. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и оставьте комментарий. Поделитесь впечатлением, как вам выпуск. Ссылка на донаты также под этим видео. Ну а теперь интересного вам просмотра. Сергей, вы родились в Астрахани, после школы приехали в Германию, стали немецким политиком, весьма успешным. Сейчас вы депутат Европарламента. Нам очень захотелось с вами пообщаться, чтобы обсудить положение Европы сейчас и все ее проблемы, которых, как кажется, очень немало. Поэтому наш план. Мы с вами проводим сегодняшний день, мы задаем много стыдных, для вас очевидных вопросов про Европейский Союз и в целом говорим про проблемы, которые это прекрасное пока еще место окружает. Сергей, мы у Европарламента, и вы нам обещали экскурсию внутри. Поэтому мы прямо сейчас туда проникнем, а вы покажете нам, как работают евродепутаты. Договорились? Пошли. Сюда можно переезжать? Сюда можно переезжать. В принципе, теоретически можно выжить в этом здании автономно. То есть здесь есть кафе, разнообразный магазин, парикмахерская, вот, пожалуйста. Там даже где-то кто-то говорил, что даже какая-то маникюрная есть. Даже спортцентр есть и химчистка. То есть все, что нужно для нормальной жизни парламентариев и их советников, все здесь есть. В столовой российского парламента, в Думе, и это прям такая давний тоже мем, цены сильно ниже, чем в среднем по кафе, ресторанам и даже столовым за ее пределами. Здесь не так. Здесь нет дотаций таких. Цены абсолютно нормальные в обычной столовой и повыше среднего в ресторане, который для наших гостей, для парламентариев. То есть я могу приглашать людей, я могу приглашать коллег для разговоров. Если это более официальный какой-то, более такой благородный стиль, то там еще выше цены, чем в нормальных просто кафе. Потому что это ресторан. Ну, потому что это ресторан, потому что можно содрать побольше денег с хорошо зарабатывающих парламентариев. Сколько здесь стоит пообедать? Там? Да. 15 евро. Это за блюдо? За блюдо, да. 13 евро, 15 евро за блюдо. Ну, в принципе, это, опять же, это столовая, это не ресторан. Такие, да. Третий этаж, на котором встречаются все и все. Европарламентарии, советники, лоббисты. Здесь так называемый, некоторые называют его трактор-бар, в котором все встречаются. Трактор? Это один из баров. Я понятия не имею, почему он трактор, но вот так называется. А тут лоббисты? Лоббисты в том числе, да. То Может, есть, потому что надо протарить дорогу к закону? Я не думаю, что это причина, но неважно, вот так вот круто называется. А здесь уже медиа-сервисы, можно организовать ток-шоу, например, многие телевизионные компании, французские, немецкие, снимают это здесь. Они арендуют это? Они арендуют, и мы За можем деньги? тоже, как парламентарии, я не знаю, по-моему, нет. Как парламентарии мы тоже можем, в данном случае бесплатно, снимать здесь свои передачи или вот давать напрямую интервью. Все это профессионально делается. Что вот это такое? Это статуя современного искусства, которая, как многие считают, олицетворяют вот эти вот все очень сложные комплексные системы Евросоюза, ну, наверное, какую-то европейскую душу, европейскую структуру. Или европейскую запутанность. И запутанность. Но, как я говорю всегда, демократия — это такая запутанная штука. Она комплексная, она сложная, но зато мы знаем, что мы имеем.
А если ее потрогать, эту статую, то она начнет издавать такие звуки, и эти звуки пойдут во все стороны. Это уже показывает вот всю взаимосвязанность Эффект бабочки. европейских. Ну, типа того. А можно попробовать? Когда они жалуются, что нельзя, ну попробуй, надо. Они ее теперь подвинули, до нее трудно, да. Специально, чтобы... Сергей, ну мы тоже сняли, как вы в ботинках на диван. По-моему, это уже не разрешено делать. Но мандата за это не лишат. Я надеюсь, что нет. И скульптура. И очередная скульптура, очередная Европа, которую похищают, теперь уже в форме дерева. А как вы Подход видите в этом виде символизм? дерева. Европу хотят украсть сейчас? Да, Европа... Да, я думаю, что идею Европы и украсть, и потерять очень легко. Это же такое дело. Здесь не только речь идет о том, что какой-то злой Путин хочет украсть у нас Европу. Мы ее и сами можем потерять. Зависит от того, как мы сможем спасти эту идею, спасти демократию. А очень много бесов, очень много, да, темных сил, они внутри нас. Это и право и лево популистские партии, это и антиевропейские настроения. Ну и это очень часто, наверное, не совсем такое вот эффективное руководство нашими странами и Европой. Это тоже есть. Надо улучшать, этим мы пытаемся заниматься как можем. Батуми в последние годы очень популярное направление для инвестиций в жилье. Вариантов на рынке огромное количество. Но если вы хотите купить не просто квадратные метры, а комфортное жилье с развитой инфраструктурой, то выбор сильно сокращается. Лагун Резорт — первый в Грузии family-friendly курорт, спроектированный по мировым стандартам. А еще единственный в Батуми гостиничный формат Extended Stay, когда гости могут снимать жилье на продолжительный период, от нескольких недель до нескольких месяцев. Проекты реализуются в партнерстве с крупным международным брендом, а внутри будет продуманная закрытая инфраструктура, от бассейнов до образовательных кластеров. В Лагун Резорт можно будет жить с семьей круглый год, а можно выгодно сдавать жилье в аренду. Профессиональный управляющий оператор переделает вашу квартиру в гостиничный номер под ключ, чтобы она приносила вам стабильный доход. Условия инвестирования максимально комфортные. Минимальный первоначальный взнос и внутренняя беспроцентная рассрочка на 2 года. Плюс даже, возможно, банковская ипотека. Если вы еще не определились, куда инвестировать деньги в турбулентное время, ныряем по ссылке в описании и изучаем все детали курорта будущего в Батуми. Возможно, это именно то, что вы искали. Вперед! Смотрите, вот для тех, кто не понимает, Европейский парламент, Совет Европы, что еще есть? Есть Европейский совет. Совет Европы и Европейский совет — это разные Да, вещи? это две разные вещи, да. Ага. Европейский парламент, Совет Европы и Европейский совет. И Европейская комиссия. И Европейская комиссия. В чем разница между этими вещами? Очень briefly. Очень briefly. 3 из этих вещей — это органы Евросоюза. Ага. Одна из этих вещей, тот самый Совет Европы, не имеет к Евросоюзу никакого отношения. В Евросоюзе есть 3 главных органа. Это один законодательный, это вот там, где мы находимся, Европейский парламент. Это Дума, если в переводе на русский. Это парламент. Боже в переводе... упаси, типун вам на язык. Это демократический парламент. Все, это парламент. Это Бундестаг, Так. так, да. 750, даже больше, я вот не помню, все время забываю, членов этого парламента из разных стран. Самая большая делегация, как бы, да, и в разных фракциях из Германии. И также и в других странах, но немножко поменьше. Еврокомиссия — это Урсула фон дер Лайен, тот же самый Андреас Кубилюс, который может быть известен некоторым зрителям, который сейчас занимается, например, как комиссар по оборонке. Да? И там 27 комиссаров вместе с фон дер Лайен. Это как бы министры, которые занимаются вот, экзекутивными делами, да? Управленческими делами. И тот самый Европейский совет, не Совет Европы, а Европейский совет,
или Совет ЕС, можно его назвать. Это, скажем так, представители всех стран-членов, представители правительства этих членов. То есть там сидит Мерц, там сидит Макрон или его премьер-министр, и они также являются вот третьим органом. То есть, когда мы делаем, например, закон здесь, да, принимаем в Евросоюзе, закон по искусственному интеллекту, например, который я делал, мы принимаем свою версию. Инициатива исходит от комиссии, оно приходит сюда. Здесь мы принимаем версию парламента, и потом с этой версии парламента мы идем в так называемый трилог, и у нас происходят переговоры с Советом. То есть мы хотим прийти к общему знаменателю со всеми представителями правительств Евросоюза. И вот это уже готовый закон в конце, когда мы приходим к компромиссу. И этот закон распространяется на все страны Евросоюза? Этот закон распространяется на все страны Евросоюза. У нас есть как бы два инструмента. Или это директивы, или это действительно законы, regulation они называются, регуляции. Вот те самые regulations, как, например, закон по искусственному интеллекту, они непосредственно, как только они приняты, они сразу, или там... то есть и в Бельгии, и в Испании его должны они исполнять? один к одному его должны исполнять. Директивы — это другое. Директивы — это тоже распространено. Это типа пожелание? Это не пожелание. Рекомендация? Нет. Это, скажем так, рамы, ну, какой-то такой рамки, да, рамочные рекомендации, которые страны обязаны в течение определенных лет, там, 5 лет, 3 года, привести в свое законодательство. То есть там тоже они не могут сказать, нет, мы не хотим этого делать, но это будут их собственные законы, основанные на вот этих директивах. Люди послушают вот про сколько органов существует. Нет, вы, кстати, очень популярно объяснили, спасибо, что Еврокомиссия, Европейский совет, Европарламент, и у них возникнет мысль, сколько же бюрократов и зачем столько бюрократов? Ну, смотрите, у нас все-таки это один из самых больших рынков мира. У нас 27 стран, плюс к этому у нас есть страны, которые являются кандидатами и тоже играют определенную роль. Не так уж и много бюрократов. Мы недавно смотрели, если это сравнить с количеством там, бюрократов в Германии или в Берлине, то там, если сравнить это действительно с территорией, с компетенциями, которые есть, это не так уж и много этих бюрократов. Плюс к этому не забывайте, что мы как бы вообще не считаемся бюрократами. Да, вот часто говорят, там, евробюрократ Лагодинский. Я не бюрократ, я парламентарий. А разница в том, что бюрократ — это чиновник, то есть назначенный человек, а депутат — это выбранный. У нас мандаты и так далее. Но это как бы уже другой вопрос. Тем не менее, конечно, мы стоим, нам платят, естественно, деньги и так далее. Тем не менее, я считаю, что по сравнению с теми задачами, которые мы здесь проворачиваем, это не так уж и много. Если сравнить с каким-нибудь там муниципалитетом Берлина или, я не знаю, Барселоны, Парижа и так далее. Вы много раз рассказывали, как вы оказались в Германии, но коротко для тех, кто вас видит впервые. В 93-м году, вам тогда было 16-17 лет. Мне было 17 лет, почти 18. Да, вам было 17 лет, вы переехали в Германию по еврейской линии. Что нужно было сделать для того, чтобы оказаться в Германии? Ну, во-первых, узнать, что вообще такой канал возможен, мы не знали. Это было время, когда очень многие знакомые, друзья уезжали. Это была вот та самая неизвестность, нестабильность. И особенно люди еврейского происхождения могли каким-то образом пытаться искать куда-то выехать. И многие уезжали в Израиль. Но нам хотелось все-таки выехать, если выезжать, то в Европу. И мы совершенно случайно от родственников узнали, что есть такая возможность, ну, просто кинуть анкеты. И мы эти анкеты просто кинули, и вдруг там через много месяцев пришел ответ, что нам можно подтвердить, поехать наше происхождение в Москву, и вот что этот процесс идет. И мы были очень удивлены, что вообще это возможно. Кинуть в ящик какой-то? Да, это было, я не знаю, куда там родители кидали, но, по-моему, просто это кидалось в посольство в Москве, и вот процесс начинался, но тогда многие кидали в разные ящики. Были люди, которые и в Австралию, и в Новую Зеландию пытались. Ну, мы помним, те люди, которые помнят это время, помнят всю эту нестабильность и попытки. Где вы получали высшее образование? Я официально отучился 1 год в педагогическом институте Астрахани, экстерном, но здесь уже мне пришлось еще раз в Германии окончить еще раз школу, поскольку наш аттестат не признавался. А как это выглядело? Вы год жили в лагере для беженцев?
Мы жили в лагере для беженцев, немножко меньше года. И потом, когда мы переехали в Кассы, где у папы была возможность работать, был вопрос, что делать. Я просто пошел в гимназию, сам выучил немецкий язык. А в какой класс? Меня взяли в 12 класс, мне очень повезло. То есть последний? Не, предпоследний. 13 классов в гимназиях было тогда и есть. И меня взяли, с очень плохим немецким тогда в гимназию. Я до сих пор был благодарен директору этой гимназии, который сказал, у вас отличный английский, потому что я до этого был год в Америке. У вас русский, и вы учите сами немецкий язык. Давайте попробуем, мы возьмем вас в 12 класс. И вот барахтался, так сказать, в холодную воду, прыгнул, читал Эфи Брист, Теодора Фонтана по-немецки. Сначала пытался переводить слово за словом со словарем, потом я понял, что если я так буду, то я никогда не освою этот немецкий язык. И потом начал просто вырабатывать такой инстинкт, не переводя каждое слово. Многие из нас знают, как это, когда переезжают. Главное понять контекст, а дальше откроется оставшийся язык. Совершенно верно. И после этого, шаг за шагом, я все-таки окончил 13 класс потом уже в Касселе, и после этого учился в Геттингенском университете. Геттингенский университет, удивительно, но мы там снимали. У нас есть выпуск, мы снимали российская исследовательница мира обезьян. У нас есть выпуск «Стыдные вопросы про обезьяны». Софья Долотовская, она там сейчас работает. И мы в этих стенах были. Там учились Шрёдер, удивительно, что я с него начал, но просто кого память подбросила. OpenGamer. Там был Ленский, герой романа Евгений Онегин. И в целом много кто еще, кто сделал большие карьеры. Считается рассадником либеральных ценностей... Леваков. Леваков, да, последний, причем лет 200. Да, хотя Шрёдер, в общем-то, не подтверждает это все. Он начал леваком, окончил таким центристом, который, в общем-то, Германию перевел в центр и немножко правее, чем до него. Вы учились в университете Геттингена бесплатно? Там какие-то очень, очень небольшие есть, 800 евро. Я не помню уже, сколько это было, евро тогда еще не было. В общем-то, де-факто, фактически это бесплатно. В Германии бесплатное высшее образование? В Германии фактически бесплатное высшее образование, есть какое-то очень маленькое количество денег, которое ты платишь в семестр. Роскомнадзор опубликовал проект приказа, который обязывает операторов связи и интернет-провайдеры передавать данные об устройствах, с которых пользователи выходят в интернет, а также об их местоположении. Но если использовать качественный VPN, то отследить и заблокировать подключение будет не так просто. Blank VPN — современный и безопасный сервис, который уже 8-й год открывает доступ к любимым сайтам и сервисам. Blank VPN использует протокол V2Ray, который неотличим от обычного интернет-трафика. То есть, когда вы используете VPN, это выглядит так, как будто вы просто открываете страницы в интернете. Blank VPN — это не только про безопасность, но и про максимальное удобство в использовании. С ним можно смотреть YouTube в 4К без рекламы, пользоваться недоступными сайтами и сервисами и экономить на региональных ценах, использовать удобное расширение для браузера, подключать неограниченное количество устройств, устанавливать VPN на роутер и Smart TV, делиться подпиской с близкими, заходить на российские сервисы в поездках за границей. И еще никакой рекламы, перегруженных серверов и просадки по скорости, как бывает у бесплатных VPN. С промокодом ВДУДЬ все новые пользователи могут получить скидку 58% на годовую подписку. Сервис можно опробовать в течение 30 дней с гарантией возврата, а оплатить российской картой, иностранной картой или криптовалютой. А если будут вопросы, профессиональная команда поддержки поможет с установкой. Сканируем этот QR-код или переходим по ссылке в описании и пользуемся свободным интернетом без ограничений. Вперед! Объясните тем, кто не понимает, для чего в 2025 году нужен Евросоюз? Вот такое объединение почти 3 десятков стран. По-моему, мы это видим, когда мы видим то, что происходит в Америке, в США, с ситуацией с Трампом,
когда США, в принципе, не являются той самой силой, на которую всегда мы могли положиться. Мы видим, что у нас, с одной стороны, получается США как большая, очень могущественная держава, с другой стороны, Китай, большая могущественная держава. Российская Федерация в данном случае, это такой вопрос, какую роль, в какой области они играют. Но в данном случае тогда понятно, что даже Германия, несмотря на то, что это очень сильная экономика, мы в одиночестве не сможем привнести ту мощность, которая необходима для того, чтобы сказать, мы тоже хотим иметь роль в определении международных отношений. Если у нас 27 стран, если у нас рынок и экономика и оборонка, которая, в общем-то, если все это сплюсовать, может быть одной из 3 великих, да, могущественных сил международных, то мы тогда действительно играем роль. Если мы это делаем поодиночке, то эта роль геостратегически у нас, фактически нулевая, очень многих. Германия, может быть, это другой вопрос, но другие страны, тот же самый Люксембург, если Люксембург часть Евросоюза, он играет на высшем уровне в лиге геостратегии. Если Люксембург один сам по себе, то он не играет никакой роли. Кто-то скажет, что это та же самая имперскость, только на другой лад. Что вы на это скажете? Имперскость — это когда есть одна страна, которая доминирует и которая пытается как-то экспансивно все контролировать. Здесь, и мы только что об этом говорили, здесь, в принципе, каждый голос, тот же самый голос Орбана, мы можем об этом его ругать как хотим и вытирать пот со лба, но Орбан маленькая страна, и тем не менее он может блокировать результаты. Тем не менее все бегают с ним, как с писаной торбой, и пытаются его или приплатить какие-то миллиарды, или каким-то образом убедить, чтобы он отдал свой голос. Так вообще-то в империях нет такого. В империях просто сидит господин Си или кто Путин, и говорит, что должно быть. У нас здесь та самая демократия, она просто очень сложная, она, может быть, не совсем поворотливая, но она демократична. Как вы оказались в политике? Когда мы переехали, я очень активен был в еврейской общине, потому что это было очень важное время для Германии, в том числе, и не только с точки зрения того, что у меня был такой порыв помогать нашим эмигрантам, потому что еврейские общины в Германии были очень маленькие. По понятным причинам, до приезда нашей эмиграции во всей Германии, в Западной Германии было где-то 16 тысяч евреев по всей Германии, а в Восточной Германии 400. То есть не тысяч, а 400, официально 400 евреев. И с приездом именно нашей эмиграции это количество выросло до 100 тысяч официально. И поэтому произошла такая ситуация, что в еврейских общинах мигрантское меньшинство стало большинством. И это, конечно, очень тяжелый такой процесс. И я пытался помогать многим, переводил, помогал в социальном плане. И когда произошла моя национализация, когда я получил немецкий паспорт в 2000 году, у меня был абсолютно такой ясный политический порыв сказать, что если я становлюсь гражданином Германии, я хочу вступить в партию тоже. Это еще потому, что я считаю себя таким сыном перестройки. То есть я вырос еще при Советском Союзе, я помню еще всю эту советскую идеологию в школе, пионером был, комсомольцем уже не был, пионером был. И вдруг когда открылось это общество, открылась дискуссия о прошлом советском, открылась дискуссия о том, как вообще-то выглядят даже магазины на Западе, когда мы сидели по вечерам и смотрели передачи, было пусто просто на улицах, все смотрели передачи, где показывали документальный фильм о том, как действительно выглядит жизнь на Западе, я уже не говорю о рабыне Изауре и так далее. Этот опыт меня настолько сформировал, что я его законсервированно пронес через все эти годы. И еще и потому, что, в общем-то, 90-е годы, после 93-го года я не прошел через этот очень травматичный период в Российской Федерации, через который прошли другие граждане Российской Федерации. То есть я законсервировал в себе опыт Советского Союза, перестройки и открытия этого общества. Поэтому я до сих пор верю в идеалы демократии, в идеалы такого прогрессивного подхода, либеральной демократии, той самой, о которой мы идем речь. И когда была возможность получить гражданство Германии,
то для меня было совершенно нормально сказать: окей, я хочу каким-то образом стать частью политического немецкого ландшафта. А потом я учился еще в Гарварде на факультете по общественному управлению. И вот тут у меня уже появился просто интерес к общественному управлению. Я почему-то не думал об этом, пока готовился, и пока и в целом вы давно присутствуете в моем информационном поле. Получается, вы не застали момент, когда демократия бывает очень бедной и может резко менять отношение людей к себе. Ну, смотрите, мы уехали в ноябре 93-го года, то есть мы прошли через оба путча, причем второй путч мы были непосредственно в Москве, потому что мы забирали наши визы, и мы оказались там, мы все это прошли. И, естественно, я прошел через всю эту бедность. Но это пару лет, но не десятилетия. Но это не было действительно такой вот основной фазой в моей жизни. И я себя даю в этом абсолютно отчет, и, честно говоря, я этому благодарен, потому что я смог как бы вот сохранить, да, такое, может быть, идеалистическое несколько понимание демократии. Вы давно уехали из России, но, тем не менее, какие-то частички культурного кода, причем актуального, у вас присутствуют. Надеюсь, ничего страшного, что я выдам нашу абсолютно бытовую короткую переписку, вот, но вы, когда подошли к месту, где находится студия, я кинул вам фотографию двери, как она выглядит, вот, вы сказали: я внизу, подожду вас, не хочу зайти не в ту дверь. То есть вы следите? Да, конечно, но тем более в последнее время, надо сказать, как последнее время, после, скажем так, начиная с 2012 года, когда начались большие репрессии, у меня это как-то подстегнуло, и мой интерес к ситуации в Российской Федерации, вот таким образом, каким-то образом, даже к каждодневным, да, каким-то вопросам, хотя насчет двери это не такой каждодневный вопрос. Как сказать? Эти гонения, которые произошли после этого, с моей точки зрения, это сигнал обществу. Каждодневно вы имеете в виду не такой простой, не будничный, да. это не будничный. Да. И поэтому я, отслеживаю, конечно, дискурс немножко, который там происходит. Когда вы последний раз были в России? Давно, я, честно говоря, не помню уже точно, но это было в 2010 году, когда я на несколько дней поехал с моим коллегой от нашей юридической компании туда. Вы еще не были политиком тогда? Нет. То, что я называю маленькими гробиками, вот перед каждым из наших офисов стоит такая коробка, сюда мы кладем документы, вещи, которые нам необходимы для того, чтобы для продолжения нашей работы в Страсбурге. Потому что где-то 1 неделя в месяц приблизительно мы находимся в Страсбурге, и все переезжает, весь парламент, все тысячи человек Евробюрократы. все евробюрократы те самые, переезжают туда. Я, кстати, против этого. Я считаю, что это абсолютно нет в этом необходимости, но это часть наших договоров европейских, и Франция, конечно, очень важна для того, чтобы официально, а вообще-то официально наше основное место пребывания парламента — это Страсбург. Но вся работа происходит в Брюсселе, кроме вот 1 недели, когда у нас пленарка. И вот сюда кладутся там все наши документы, и, честно говоря, там даже спортивные вещи, которые, если я хочу заниматься спортом, я тоже туда запихиваю сбоку. И это в какой-то трак помещается? Это помещается в огромное количество вот этих ящиков помещаются в траки, и они ведут их туда, там, в воскресенье или в среду, в субботу, и потом везут назад. Сколько же это все стоит? Для европейских это прилично, да. Это, конечно, приличные ресурсы, но в данном случае я не думаю, что это самое дорогое, что есть в этом парламенте. Но вообще вот этот переезд на неделю в Страсбург, это и по экологическим причинам тоже большая проблема, потому что это все стоит еще и того самого CO2, да, водородов и так далее. Опять же, мы, в принципе, против этого, зеленые особенно против этого, но это невозможно, не изменив, не реформировав те самые основы, правовую базу Евросоюза, и Франция не согласна для того, чтобы это изменять. Как стать депутатом Европарламента? В разных странах это по-разному происходит. В Германии для этого надо просто выразить свое желание в своей партии о том, что вы хотите
попасть на партийный список вашей партии на евровыборы. Потом идет, вот как в моем кейсе, немецкой партии это наиболее демократические выборы, primaries так называемые, когда вот я стоял перед чуть больше тысячи делегатов со всей страны на партийном съезде и бился там тогда за 12 место, во второй раз за 2 место в списке. И оба раза победил после моей речи. Депутаты от Германии. Это список от этой партии кандидатов на выборы в Европарламент. И приблизительно каждый процент, приблизительно 1% на выборах значит одно место, потому что у нас 96 немецких членов Европарламента, 96-100 приблизительно, да, как бы 1% одно место. То есть вот когда я в первый раз вышел, я был на 12-м месте списков моей партии, у нас был 21%, значит, вошло 21 человек, и я был автоматически, значит, как на 12-м месте внутри, я победил. Со вторым местом тут проще, тут достаточно 2%. Я выбил себе в борьбе 2 место на списке, и поэтому, как только мы набрали сейчас 12, по-моему, процентов, то я вошел тоже в Европарламент. То есть это внутрипартийная борьба, и потом еще борьба во время выборов за количество процентов. Добро пожаловать. Вот мой кабинет, наши сотрудники здесь, и там тоже кабинет сотрудников, а здесь уже мой офис. Что это за Оскар? Да, это очень многие не понимают, почему у него висит Оскар. На самом деле это Оскар в робе, тюремной робе, если вы присмотритесь. Это картина антивоенной протестной художницы Лизы Пушкиной, которую я купил на выставке протестного искусства российского в Амстердаме, кстати говоря. И это, скажем так, да, посвящение Алексею Навальному. То есть Оскар за лучший документальный фильм, и в то же время, тогда он еще жив был. И поскольку Алексей Навальный мне очень важен, Леша, мы с ним дружили, мы с ним были вместе в Ельском университете, то я решил, что это мой знак, и знак памяти тоже. Про быт евродепутата хочется поговорить. Вас избрали евродепутатом. Что вы получаете за это с точки зрения материального и бытового? У вас есть 3 кабинета, я вижу. У меня есть 3 кабинета, то есть кабинет, включая моих сотрудников. У меня есть 2 кабинета в Страсбурге. И у меня есть бюджет на офисы в моей стране, то есть в Германии, где у меня сидит тоже работница. У меня есть кабинет в Бундестаге. И у меня есть офис на севере Берлина, Pankow-Prenzlauer и в Бранденбурге. То есть это уже идет из моего инфраструктуры бюджета. Да, смотрите, сколько вы получаете в месяц? Я получаю приблизительно, потому что это сейчас колеблется из-за инфляции. Если чистыми, то там получается где-то 8,5 тысяч. Это зарплата. Это брутто или... Это после налогов? Это уже после налогов, 8 тысяч приблизительно после налогов. Налоги платятся здесь, определенный налог в Брюсселе. И плюс к этому я плачу налог в Германии. Из этого же я там оплачиваю свою страховку и так далее и тому подобное. То есть на карточку вам падает там около 8 тысяч? Около 8 тысяч. Плюс к этому у нас есть, если я нахожусь в Брюсселе или в Страсбурге, то есть командировочные. 340 евро в день. 340 евро в день. Но в Страсбурге, я из своих денег тогда плачу там за отель, где я останавливаюсь, то есть, за квартиру. Когда вы в Страсбурге, вы эти 340 евро должны потратить на отель, и на поесть? Естественно. Да. А когда вы в Брюсселе? На квартиру, или некоторые снимают отели, в зависимости от того, как. А вы здесь снимаете квартиру? Я здесь снимаю квартиру. То есть получается, что если вы здесь находитесь 3 недели в году, то получается эти 340 в году, в месяц, то эти 340 умножаются на 21. Это, естественно, ты получаешь только тогда, как ты расписываешься, когда ты здесь. Во-первых, я много путешествую, потому что мне надо на Кавказ я ездил, там, Грузия, Армения, в США неделю. То есть это, естественно, я там не получаю этих денег.
Это, так сказать, все за счет меня или моего бюджета, если там надо снимать отели. Так, хорошо. Вам, например, у вас рабочая поездка в Грузию. Какие деньги вы это делаете? За свои или у вас есть командировка? Если это официальная миссия, как они называются, официальная командировка, поездка там, делегации от Европарламента, то это нам платят те самые командировочные, из которых я тоже оплачиваю там отель. А если это, как вот было недавно, просто моя инициатива, то в данном случае это шло из моего специального бюджета. У меня есть бюджет, как у парламентария, для инфраструктуры, на которую я оплачиваю офис и так далее. Это приблизительно 4500 в месяц, которые я получаю для оплаты офиса, для оплаты электронных инфраструктур для меня и моих работников. То есть... И уже оттуда я могу при желании оплачивать и мои поездки, которые необходимы для моих профессиональных целей. То есть, получается, зарплата есть, есть суточные, и есть еще бюджет на... На инфраструктуру, на офисы в стране непосредственно, где... Вы до депутатства, вы работали юристом? Я работал юристом, и потом я работал заведующим отделом фонда Генриха Бёля. Ваша зарплата, когда вы стали депутатом, парламентарием, как изменилась по отношению к предыдущей работе? Поскольку предыдущая работа была в фонде, и там была зарплата такая, на государственном уровне в Германии, это не всегда очень высокая зарплата, сейчас моя зарплата, естественно, в 2 раза увеличилась. Да. Ваш дом — это Берлин? Берлин, и на неделю я здесь. А в Берлине у вас свое жилье или... Мое. Когда вы его купили? В 2012 году. В 2012. Это ипотека? Тогда еще были очень дешевые цены на жилье в Берлине. Это ипотека, она еще идет. А сколько стоит ваша квартира? Моя квартира стоила 130 тысяч. Что? Да, это были такие цены в Берлине в 2012 году. Прошу прощения, это 20 квадратных метров? Не-не-не, 68 квадратных метров, двухкомнатная квартира. И это еще, это уже повысились цены к тому моменту. В Берлине были очень низкие цены в начале 2000-х годов. Вы же в хорошем районе, наверное, живете. Фридрихсхайм, нормальный район. 130 тысяч евро в 2012 году. Да. Давайте просто ради из личного примера. Я покупал в Южном Бутово, это самая окраина, классная окраина, но очень окраина Москвы, в 2011 году квартиру, тоже в ипотеку, за 11 миллионов рублей. Если я не ошибаюсь, то по тому курсу, а тогда курс был в районе 40, а это было больше 200 тысяч евро. Вы серьезно хотите сказать, что в Берлине стоило меньше? Да, конечно, а мы не знаем. Поэтому очень многие в Берлине быстро покупали, особенно из России, покупали квартиру уже тогда. У меня просто не было возможности купить раньше. И я еще, в этом районе еще были эти цены, например, в Пренцлберге, где мой офис, там уже цены были намного выше, я не мог себе позволить, мне пришлось оттуда выехать. А там еще, да, вот такая цена была. А какой у вас процент по платежу? По-моему, еще очень низкий, потому что были низкие проценты, где-то 0,8. Потому что тогда были низкие проценты. Сергей, мы очень за вас рады. Спасибо. Но, кстати, мой процент по южнобутовской квартире был 10,75. Ну, вы в рублях? Да. Но это не все равно. Ну да. Он не так обрушался тогда. Я тоже за себя очень рад, честно скажу, что так все получилось, потому что сейчас уже и проценты другие, и цены, естественно, другие. Зачем нужен Европарламент, если в каждой стране Евросоюза есть свои парламенты? Европарламент нужен, если мы действительно объединяем наши усилия и хотим, чтобы был Евросоюз, общий рынок, общая индустрия, да, промышленность, чтобы мы были каким-то внушительным международным актором. Значит, у нас есть комиссия, то есть правительство, у нас есть совет европейский, там сидят 27 правительств, но у нас нет, без парламента, у нас нет органа, который был бы непосредственно демократически легитимирован, который бы контролировал и правительство, и совет, и который бы участвовал как непосредственно легитимированный орган в законодательстве. Вот этим мы занимаемся. Допустим, Европарламент на более
простом, таком менее официозном языке. Европарламент может принять закон, что в Евросоюзе, в каждой стране аборты должны быть разрешены? Нет, потому что это вопрос внутренней политики, и поэтому это решение национальное. Так. Мы можем принять резолюцию, в которой мы высказываем это было принято, резолюцию, в которой мы считаем это там, правом человека. Но мы не имеем А что права делать с этой резолюцией? Там и Польша, и Испания решают сами, как хотят. Ага. Хорошо, а есть какое-то решение, которое Европарламент может принять, и его безоговорочно все выполняют? Да, конечно, те же самые законы, связанные с экономикой, с цифровой экономикой. А, например, вот какой-то закон, который вот касается прям многих. Ну, вот. Просто чтобы понятно было людям, которые не настолько в политическом контексте. Закон, который касается многих, вот сейчас многие, может, будут смеяться. Например, о том, что кабель для интернета, для мобильников должен быть всегда одинаковый. Помните, был такой салат из кабеля, когда есть кабель с розеткой, да? Он не подходил все время, там одно был старый, новый, USB, не USB. А теперь есть закон, который говорит о том, что все эти должны быть одинаковые. Ну, просто вы спросили о том, вот, что непосредственно. Да. Но, по-моему, это круто, потому что я, наконец-то, не буду, у меня головная боль, какой мне кабель брать. Этот подходит сюда, этот подходит в iPad, этот не подходит. А теперь оно все должно подходить. А какой в итоге должен быть? USB-C. Это типа как последний iPhone, да? Да. Причем независимо от компании. То есть это не только в iPhone, то и Samsung, все должны подходить к этому кабелю. То есть мы пытаемся таким образом... Польша не сможет, ни Польша, ни Словения, никто, никакой Орбан не сможет сказать, что нет, должны быть USB. Нет, они не смогут. Но им на эту тему, по-моему, больше плевать. Они больше хотят миллиарды от нас получать, и чтобы мы их не трогали. Я имею в виду Орбана. 5 лет назад Жанне Немцовой, вы, кажется, в этих же стенах сказали, что Трамп — это враг человечества. Как вы считаете сейчас? Я считаю, что Трамп — это проблема для человечества. Это проблема для, скажем так, стиля нашего поведения друг с другом. Если страны начнут вести себя так, как Трамп ведет себя с другими странами, то все мировое сообщество просто будет в раздрае, переругается друг с другом или начнет друг с другом каким-то образом шантажировать. Это не тот стиль, в котором мы, как человечество, да, как международное сообщество, каким-то образом можем стать лучше, а мы можем стать хуже. А, допустим, Трамп вот при этом эпатажном и очень спорном поведении возьмет и сейчас остановит войну, или закончит даже войну в России войну России и Украины. Поменяете ли вы о нем свое мнение тогда? Нет, я не поменяю свое мнение, потому что я очень часто говорю о том, что, во-первых, Трамп при всей проблематичности его инструментов, очень много из того, о чем он говорит, это действительно болевые точки международные. То есть, например, вот... то есть по делу. Взять вот Гренландию, да? Какой-то бред просто. Он хочет оккупировать или там перенять Гренландию. Это абсолютно... мы это абсолютно не принимаем. Но кто из нас говорил о Гренландии до Трампа, о том, что это важная геостратегическая территория, о том, что это имеет отношение и к нашим отношениям с Российской Федерацией, Арктика, недры и так далее. То есть он у него вот есть нюх, и он эти темы вытаскивает на поверхность, а уже потом с ними начинает работать так, как это очень грустно. Поэтому, скажем так, если он действительно достигнет мира в Украине, это будет зависеть от того, на каких условиях. Если это будет мир, где заламывают руки нашим украинским партнерам, стране, над которой издевались, да, ее рушили, разрушали, и в итоге их заставят пасть ниц перед Путиным, то это, скажем так, небольшой
успех международного сообщества. Какая-то движуха есть, да, какая-то динамика есть. Ну, может быть, необходим был такой дисруптивный метод. Все равно это не изменит моего глобального мнения о Трампе и его возможностях. Вы понимаете, почему он у многих находит отклик? Вот просто как это выглядит со стороны для человека, который наблюдает? Есть такое стереотипное представление и часто очень правильное представление о европейских политиках, которые выражают озабоченность за все хорошее против всего плохого, но при этом конкретно они мало что делают. А тут приходит чувак, который говорит: одно, другое, третье, сейчас все буду делать. Понятно, что он из этого в лучшем случае делает какую-то малую часть, если делает. Но тем не менее в этом чувствуется... Я, надеюсь, не звучу как адвокат Трампа, мне он тоже не симпатичен, вот, но я просто не могу отрицать факты, которые есть, объективные. В этом видна хоть какая-то попытка меня изменить. А кажется, что политики, собственно, и мы делегируем им свое там доверие, свои голоса, они должны что-то менять в какую-то в лучшую сторону. Вот вы видите, что у многих людей он поэтому находит отклик? Мне кажется, что здесь очень много вопросов к тому, что вы сказали. Поспорьте с той точки зрения. Трампа. Да. Во-первых, начнем с того, с чем я согласен. Да. Мы сейчас находимся на той стадии, когда есть борьба, есть соревнования между демократиями и автократиями. Трамп, с моей точки зрения, это пример автократического лидера. И то, о чем вы говорите, это вот та самая автократия, там рукой стукнул, и все идет. И в данном случае это соревнование решится в том случае, если одна сторона докажет другой, что мы можем эффективными быть. И демократия действительно сейчас, не везде, не во всех вопросах эффективны, и не везде их коммуникация эффективна с людьми и с народом. И в данном случае я согласен с тем, что мы должны, как демократия, стать более эффективными, мы должны меньше болтать и больше делать. Но ответ Трампа на это, абсолютно ужасный. И это видно по людям, которых выдворяют из страны, которых сажают на границе в тюрьмы. Кстати, очень много русскоязычных. По моим сведениям, 500 русскоязычных, которые там бежали от Путина и сидят сейчас в тюрьмах и не знают, что происходит, что будет с ними. То есть они даже не могут подать на asylum, да, на убежище. Или есть те самые невинные люди, которых просто выслали, ошиблись, каким-то образом выслали там как террористов. Оказалось, что это вообще другой человек, он сидит в тюрьме, и так он и продолжает там сидеть в Эль-Сальвадоре, потому что ни Трамп не хочет каким-то образом поменять свое мнение, ни премьер-министр Сальвадора, который как бы подыгрывает Трампу. То есть вопрос цены. И мне кажется, что вот об этом люди должны себя спрашивать. Какой ценой мы хотим вот ту самую движуху, ту самую, да, там, кулаком по столу. Всегда в таких ситуациях есть человеческая цена, ценностная цена. И вот, мое понимание, как человек, который вырос в Советском Союзе, который прошел там через перестройку, который здесь сформировался как там, юрист, да, конституционный, мне кажется, что иногда цена слишком высока. Людям хочется, я понимаю, ведь люди же не занимаются там всякими деталями, да, о которых мы сейчас говорили. Они занимаются своей жизнью, они видят, что в жизни там электричество дорожает, чего делают, политики. А мы делаем, мы стараемся, да, тот же министр экономики Хабек в Германии просто вырулил все из кризиса. И тем не менее его выгнали из правительства, потому что создали имидж человека, который якобы ничего не делал или делал слишком мало и неправильно. Здесь коммуникативная часть очень важная. Нам, наверное, надо больше говорить с людьми. Вот я по Бранденбургу езжу часто и разговариваю там о войне и почему мы поддерживаем Украину, пытаюсь объяснить даже с теми, кто выбирает альтернативу для Германии. Это очень тяжелые разговоры, но это разговоры, где моя надежда заключается в том, что даже если человек со мной не согласен, он придет вечером, сядет там за семейным столом, скажет: Лагодинского видел, зеленый, конечно, я в жизни никогда за них не буду голосовать, но, слушай, нормальный парень, мы с ним поболтали, что-то там поспорили. То есть как бы
очеловечение друг друга, да, ведь происходит обесчеловечение, и Трамп этим занимается. Он обесчеловечивает своих оппонентов. Он говорит, что они не люди, да, что их надо или выкидывать из страны, или они, там, как о Байдене, он говорит, престарелые мужики, которые выжили а мы пытаемся тем, что мы говорим друг с другом. Я говорю с людьми, которые другие, может быть, назовут фашистами и нацистами. Но я считаю, что, во-первых, не все фашисты и нацисты, которые выбирают альтернативу для Германии, абсолютно не все. И даже если это не мой электорат, мы должны с ними разговаривать. Мы должны объяснять, попытаться объяснять, что мы делаем. Я пытаюсь этим заниматься. Как вы оцените речь Джей Ди Венса в Мюнхене? Это подарок Путину. Это подарок очень многим, ну, скажем, там, даже и Хи, потому что, в принципе, то, что он сказал, и у нас была дискуссия в Мюнхене по этому поводу, я там был, я дискутировал с Ишингером, бывшим председателем Мюнхенской конференции, и он сказал, что, ну, как бы эта речь была не о безопасности, не о политике безопасности. А я сказал как раз наоборот. Эта речь была очень даже о политике безопасности, потому что главная ее мысль заключалась в том, что если вы не перейдете в нашу веру, нашу конфессию, да, по тому, как практиковать свободу слова, то мы вас не сможем и не будем защищать от врагов. То есть это, в принципе, вызов той самой статье 5 НАТО. И если Америка это говорит, то к этому, я думаю, очень прислушиваются, в том числе и в Москве, и в других странах, которые хотели бы, имели бы какие-то агрессивные планы на Евросоюз. А разве здравой критики вы не услышали в этой речи? Здравую критику я всегда слышу во всех речах. Толика здравого смысла заключается в двух аспектах. Первое — это то, что у нас действительно другая традиция свободы слова. Но, честно говоря, я даже диссертацию на эту тему писал, что американская свобода слова, она просто более безгранична, да? А у нас есть, учитывая исторические выводы, есть определенные границы. Вопрос с тем, как эти границы проводятся и насколько мы осторожны в проведении этих границ. Я считаю, что мы, в принципе, осторожны. Например, запрет такой партии, как «Альтернатива для Германии», которая просто, как мы теперь уже знаем, довольно, ну, скажем так, праворадикальная и довольно радикальная в своих взглядах, все равно эта партия не запрещена. Этот запрет может сделать только Высший суд Германии, Конституционный суд. Перед этим очень большая процедура, которую мы даже не можем начать. То есть коррективы, но эти коррективы очень сложные, и до них очень долгий путь. Поэтому я и продолжаю верить в то, что мы такая же либеральная демократия, как Америка, несмотря на то, что о нас говорит Венс. Второе, что еще вы услышали про здравую критику? И второе — это то, что надо быть осторожным все-таки и нам в плане каких-то вот таких попыток, таких рефлексов, ограничения сферы свободы, в том числе и в интернете. Я принадлежу к пиратскому крылу зеленых. Я считаю, что интернет, кстати говоря, и роль интернета в поддержке свободы слова для многих людей из России, которые, например, да, для которых это единственное место, где можно высказаться, можно сказать правду, и то же самое в Турции и так далее. Я больше на либертарианской стороне этого дискурса, и поэтому всегда очень осторожен, когда начинается речь идти о том, давайте там запретим в интернете это, давайте запретим в интернете то. Я говорю, что надо быть очень осторожным с этим. В этом плане какая-то смычка у меня идеологическая с Венсом есть, но просто он это представил так, как будто у нас просто какой-то авторитарный режим, и каждый, кто что-то говорит против нашего правительства, нашего строя, нашей демократии, идет в тюрьму. Это абсолютно не так. У нас 1/3 страны, большинство голосует за альтернативу для Германии, и это люди, которые по-прежнему не только на свободе, но многие из них сидят в парламентах, занимаются политической деятельностью, несмотря на то, что я не согласен с этой партией абсолютно. Хорошо. Как вы отреагировали, когда в первом туре выборов президента Румынии победил кандидат, которого потом сняли по подозрению в связи с Россией?
Как это выглядело для вас? Для многих в мире это выглядело как выиграл не наш кандидат, сделаем все для того, чтобы снять его с выборов. Для меня это много вопросов тоже сначала означало. После этого я немножко посмотрел, о чем шла речь. И шла речь о том, что, как я понимаю, я не румынский политик, там был вдруг всплеск... На всякий случай уточню, Румыния теперь тоже Евросоюз, и я просто в этом смысле говорю как часть общего информационного и политического поля. И там был всплеск поддержки этого кандидата, которого до этого практически никто не знал. И очень многие из этих аккаунтов были связаны с иностранными, так сказать, агентами и с Россией. И после этого суд признал это неправомочным, эти результаты. Опять же, это не соответствует, скажем так, на 100% моему пониманию свободы слова и свободы политических процессов, но тем не менее я не знаю деталей этого кейса. Ну, смотрите, допустим, это так. Я охотно верю, что могло быть так, что там атака ботов, не знаю, из России, из Китая, из каких-то других мест, которые жестко в конфронтации находятся с европейским миром и с Европейским Союзом, они каким-то образом сделали его популярнее. Но голоса же за него ставили не боты, а настоящие граждане Румынии. Да, именно поэтому у меня есть свои вопросы к этому процессу тоже. Но мне кажется, что это такая реакция на ситуацию, которая, в принципе, действительно подводит нашу демократию в очень большую кризисную ситуацию, потому что у нас очень много того самого interference, то есть когда из-за границы влезают в наши дискурсы, в нашу политическую динамику и пытаются на нее влиять. Вот это внешнее влияние не какими-то там способами чистоплотными, да, то есть это не просто борьба мнений, а манипуляции, например, социальных сетей, ботов. У нас у всех есть, мы все помним кейс Cambridge Analytica, когда было точечное влияние, да, на политическое мнение, а если это еще и делается из-за рубежа, то здесь появляется ситуация, когда, в принципе, это подрывает основы, демократические основы, системные основы нашей демократии. И в таком случае я понимаю, что есть вот такой порыв быстро и четко каким-то образом ответить. Цитата Венса из той речи. «Если ваша демократия может быть разрушена несколькими сотнями тысяч долларов цифровой рекламы из-за рубежа, значит, она изначально не была очень сильной». Мы видим, что американская демократия может быть разрушена популистами очень быстро, и мы увидели это за несколько недель. Наша демократия очень сильная, и я не думаю, что нам стоит повторять те самые примеры Венса, которые, в принципе, высосаны из пальца. Давайте не будем забывать, что наши демократии, все партии, о которых идет речь, сейчас или приближаются к власти, или они находятся на, так сказать, волне политической популярности. И никто не пытается их запрещать. Давайте вспомним о той же партии Ле Пен. И вы можете мне сказать сейчас, что ее посадили в тюрьму, но ее посадили в тюрьму, опять же, по абсолютно понятным причинам. Потому что она использовала финансы для того, чтобы неправомочно финансировать работников своей партии. Она не имела права этого делать. Тем не менее, ее партия, ее коллега сидит со мной в Европарламенте. Они третья по величине фракция в Европарламенте, и, скорее всего, у них очень хорошие шансы для того, чтобы прийти к власти на следующих президентских выборах во Франции. Это было бы, с моей точки зрения, огромная проблема, тем более учитывая их позицию по Москве и по Кремлю, а также по всем меньшинствам и так далее, другим вопросам. Но, тем не менее, этот шанс у них есть. То же самое с альтернативой для Германии. Альтернатива для Германии сейчас одна из ведущих партий в Германии.
Вторая по популярности. Вторая, даже по некоторым опросам Первая. сейчас первая. И я принадлежу к тем людям, которые говорят, давайте будем осторожны в наших оценках, например, потенциального успеха по запрещению этой партии. Потому что, во-первых, мы не знаем, сможем ли мы это действительно провести, согласится с нами Высший суд Германии или нет. А второе, да, есть и демократическая составляющая этого. Да? Насколько мы можем в такой ситуации, когда партия уже первая или вторая по популярности, эту партию запрещать. Это, в принципе, вопросы очень сложные. Понимаете, наша демократия, она выстроена, вот, да, я там занимался немецкой конституцией. Эта конституция живет вот этим давлением, да, между, с одной стороны, свободой слова, и с другой стороны, попыткой эту свободу слова каким-то образом так ограничить, чтобы у нас не было второго Гитлера. Это и есть как бы два вывода из истории, которые часто друг с другом сталкиваются. Один вывод из истории: давайте не будем запрещать никаких партий, потому что Гитлер это делал. А второй вывод: давайте будем осторожны, чтобы у нас не было следующего Гитлера, потому что иначе будет поздно. То есть, понимаете, в немецкой психике коллективной, да, есть, вот, психологии коллективной, есть этот страх, и он абсолютно резонен. В 1933 году Германия вовремя не сказала «стоп», а потом было уже поздно. И поэтому все эти попытки сейчас отреагировать на альтернативу для Германии — это выводы из этой немецкой истории. Я понимаю, о чем вы говорите, но при этом вы же понимаете, что это выглядит все равно недемократично. То, что сама идея, вот этот дискурс, там, можем ли мы их запрещать, но это выглядит недемократично. Дискурс, можем ли мы это запрещать, выглядит? Не-не, но это сама дискуссия, да, но просто то, что сама такая мысль появляется. То есть запрещать за что? То есть запрещать за то, что они хотят подорвать основы самой системы. То есть запрещение идет не из-за того, что они верят во что-то другое, а то, что они готовят, в данном случае по альтернативе для Германии, это не мое суждение, да, я не могу этого знать, это должен решать суд. Но если суд приходит к выводу, что эта партия готовит, скажем так, переворот системы, да, она использует эту демократическую систему для того, чтобы эту демократическую систему потом развернуть в другую сторону и практически ее разрушить, в таком случае у нас по Конституции есть возможность запретить партию. А откуда вы знаете, что они собираются это делать? Это в программе написано? Для этого было сделано, например, расследование 1100 страниц нашего конституционного органа, вот, агентства по защите Конституции в Германии. Ну, это фактически такая внутренняя служба. И они вот недавно поэтому и дали альтернативу для Германии этот статус правоэкстремистской организации, уже не которые подозревают в правом экстремизме, а у которой уже ясно, что она правоэкстремистская. Это только один шаг в этом направлении, в направлении исследования идеологической базы и их планов. Если мы идем в суд, в Конституционный суд, то уже в рамках этого дела Конституционного суда будут запрошены вся информация, будет запрошена информация о дискурсе внутри партии, они посмотрят на их высказывания, на их программу, и Конституционный суд уже в рамках этого дела будет решать, есть ли поползновение на вот, попытка на то, чтобы эту систему изнутри разрушить. И если есть, то Конституционный суд скажет, что мы можем запретить, а потом у этой партии есть возможность идти еще и в Европейский суд по правам человека, где еще раз это все будут проверять. То есть, понимаете, вне демократии таких инструментов нет. Эти инструменты есть в демократии. Просто эта демократия не наивная, да, в которой как бы anything goes, все можно у нас, да, давайте, ругайте этого, обзывайте того, давайте погоняем тут социал-демократов по улице, по морде им дадим, да, во время предвыборной кампании. Нет, есть определенные рамки цивилизованного демократического дискурса. И вот это пытаемся мы сохранить. Тогда два близких нам примера. И Румыния, и Германия.
Чем румынская ситуация отличается от того, что Навального не допустили на выборы, учитывая, что и ЕС, и США его всегда медийно поддерживали? Ну, то есть они симпатизировали ему и каким-то образом про это говорили. Я не видел, чтобы... Во-первых, я не видел, чтобы Навальный выиграл выборы. Так он их не выиграл, потому что нет, Навальный совершенно не был верно. допущен. Ну, он был допущен, да. Он был допущен на выборы мэра Москвы, получил очень высокий результат, и после этого никаким выбором не был допущен, потому что, очевидно, представлял Да, угрозу. ну вот просто я говорю, что этот румынский товарищ был на выборах на первой стадии. Так. То есть его никто с выборов до этого не снимал. Ну, он не пошел на второй. Он не смог повторил пойти путь на Навального. Совершенно верно. Ну, я просто хотел так сказать. Это во-первых. Меня просто, честно говоря, я слышал уже очень часто это сравнение. Но вы сравниваете демократическую систему с системами противовесов, с системой судов, с авторитарной, фактически тоталитарной системой в Российской Федерации. У этого человека есть возможность, например, пойти в Европейский суд по правам человека и еще раз эту систему Но пока туда пойдет, поезд выборов уже уедет. Ну, у него уже уехал. У него есть другой коллега, который сейчас вышел на эти выборы. И, кстати, тоже их выиграл. Он очень успешен, да. И, может быть, он станет следующим президентом. У Навального была возможность послать, я не знаю, Леню Волкова вместо себя и выиграть эти выборы. Здесь эта система работает. Это отличие, я согласен, да, это отличие. Это система, которая может сама себя исправить. Каким-то образом есть такой корректив себя в виде судов, в виде системы, что она не запрещает целую партию, а в данном случае она запретила одного человека, у которого были очень странные вещи, где он за одну неделю из nobody стал победителем президентских выборов демократической страны. При этом TikTok просто взорвался за одну неделю. Появляются вопросы. Опять же, я бы, может быть, на эти вопросы ответил по-другому. Но сравнивать демократическую систему в ЕС, даже в такой стране, ну, как Румыния, учитывая то, что это довольно новая демократия, но тем не менее, его же партия идет на выборы и побеждает, может быть, кстати, потому что того сняли, да, это тоже может быть эффект, об этом тоже надо помнить, но тем не менее, эта партия есть, его наследник живет и побеждает. И мы говорим о том, что это сравниваем мы с системой Путина, где Навального отравили, где других травят точно так же, как и мы видим на других примерах. Не надо экстраполировать полностью. Когда я задаю такой вопрос про сравнение, это не значит, что я говорю, что там вы такие же, как мы. Я говорю в данном смысле, что российский авторитаризм и диктатура, они же начинались тоже не сразу, они начинались с маленьких шажков, и как бы люди из России, когда это видят, они думают, ой, это как будто вот начало того, к чему пришло у нас. Поэтому задаются такие вопросы. Да, эти вопросы легитимные. Я не говорю, что там, нельзя задавать такие вопросы. Но я на них отвечаю. В России 2012 года, 2013, когда я не помню, когда его снимали, уже была система, где эта система противовесов не работала, где система судов не работала. У нас все-таки есть работающие суды, у нас есть работающее правительство, и у нас есть еще и в этом и ценность Евросоюза, еще и европейский уровень. Или уровень Совета Европы, да, тот самый суд по правам человека, или уровень европейских судов, которые тоже в этом плане делают определенный корректив. Поэтому я считаю, честно говоря, да, что вот такие сравнения, они, ну я не имею в виду вас лично, но я просто их очень часто слышу, они просто все равно, может быть, не открыто, но посредственно каким-то образом говорят, ну, не все так однозначно нигде, и, в принципе, никакая система не без вины. И получается, что Европейский Союз — это тот же Путин, но только, может быть, там 10 лет назад. Но это не так, потому что структурно европейские структуры, они стабильны, и они стабильно демократичны. Мы видим, что в Венгрии все можно выломать везде руки и взломать структуру. Мы видим, что происходит сейчас в Венгрии с Орбаном.
Но и тут мы, как Евросоюз, например, сопротивляемся. Сразу защищу тех людей, которые говорят, что все не так однозначно и все остальное, поскольку далеко не только у тех, кто всегда рад согласиться с тем, что в путинской России хорошо, а в Европе плохо, вот такие мысли возникают. Нет. Просто есть много миллионов людей, которые прошли взрослыми людьми этот путь от относительно свободной страны до диктатуры. Они видели, из каких этапов состояла эта жизнь. И вдруг они видят какой-то из стартовых или промежуточных этапов той жизни, которая привела к путинской России в Европе, в мире, который принято считать свободным. И у них это вызывает тревогу. И они делятся этой тревогой, потому что любой человек, который умеет 2 × 2 сложить, видит там 4. И это абсолютно понятно. И именно поэтому я, например, принадлежу к, скажем так, центристам даже в моей партии, да, которые говорят, будьте осторожны, да, давайте не будем сейчас запрещать все. Да? То есть я, в принципе, на стороне этих людей. Но вот такие сравнения, когда начинают сравнивать Евросоюз и говорить, что этот праворадикальный товарищ — это просто наш Алексей Навальный, и когда Венс ввязывается в эту дискуссию, приезжает к нам в Мюнхен и говорит, что мы фактически авторитарное государство, ну о чем вы говорите? Пройдите по улицам, поговорите с людьми, посмотрите на протестующих на разные темы. Есть протестующие по Палестине, которые тоже много говорят, что им не дают много возможностей. Тем не менее, везде есть демонстрации, везде висят флаги. То же самое и в обратную сторону. То есть у нас дискурс свободный. Есть вопрос, действительно, где границы этого дискурса. Это очень болезненный вопрос, на него можно по-разному ответить, но это вопрос демократический, это не авторитарный вопрос. Это вот наш такой почтамт. Здесь все члены Евросоюза, у каждого свой почтовый ящик, его можно открыть, посмотреть, что там с той стороны. Чужой открыли. Ну, чужой открыли, ничего страшного. Я думаю, что меня простит господин Залимас, кстати, коллега из Литвы. Вот это литовские, здесь по странам оно рассортировано, там Германия, где-то там тоже мой почтовый ящик. Сергей, подожди, а если может любой открыть, то тайна переписки каким образом сохраняется? Ну, скажем так, здесь не самые тайные вещи, которые нам присылают, больше там какой-нибудь реклама или то, что и так публичная коммуникация между администрацией парламента, например, и нами. А все остальное идет уже другим путем, в том числе, кстати говоря, электронным. Так что вы не думайте, что у нас нет электронного. У вас есть имейлы? Естественно. Окей. Вы понимаете, как стереотип по поводу того, что евробюрократия, тонны леса, бумаги и всего остального. Нет. У нас, конечно, есть имейлы. И, кстати говоря, во время ковида мы были одним из первых парламентов, который абсолютно нормально функционировал в дигитальном пространстве. У нас были заседания в дигитальном пространстве, мы могли голосовать. Голосование и в комитетах, и в пленарке дигитально. Все это работало, все было окей. Как человеку из Германии, как политику из Германии, вы можете объяснить, почему в немецком обществе по-прежнему нужно столько бумаги? Все через распечатать. И вот здесь появится уточненная история про Теслу. Я не помню ее точно, чтобы не переврать, а титром мы дадим ее точно. Может быть, вы слышали, что завод Теслы в Берлине, там для какой-то процедуры нужно было распечатать просто чуть ли не несколько тонн бумаги, и подписать, кажется, еще нужно было. И это прямо было физически вредно для здоровья людей. Почему так? Ну, во-первых, есть определенная культура бюрократии. Естественно, в Германии все идет своим путем, все должно быть очень часто завизировано кем-то. Часто это даже есть такие определенные конституционные опасения. Например, в Германии Конституционный суд запрещает голосование электронным путем. И очень многие возмущались, как это так, даже в России можно делать голосование электронным путем. Но мы видели, что из этого получается. Давайте с Эстонией лучше сравним. С Эстонией. Эстония там маленькая. Там все нормально. Эстония маленькая страна, они очень инновативные, они работают, поэтому очень много в числовом масштабе. Но не забывайте, что в Германии все-таки 80 миллионов, больше уже, 85 миллионов. И плюс к этому еще 16 земель, то есть лендер, наших федеральных земель. И все эти земли держатся еще из-за своей компетенции. То есть очень трудно, и это действительно проблема, и это правительство новое будет пытаться ее решить, каким-то образом сверху именно дать директиву, и все, включая коммуны, муниципалитеты, чтобы слушались. В Германии очень много вот такой вот автономии на разных уровнях власти. Ну вы согласны? Нет вертикали власти.
Но вы согласны, что эта страну несколько как бы оставляет в прошлом? Абсолютно. Мы должны работать над этим. Но, опять же, это не всегда самое лучшее решение. Давайте не будем забывать, что те же самые госуслуги, к нам приезжают очень многие, да, которых мы вытаскиваем, да, тоже в наш Евросоюз, они приезжают: о, у вас тут ничего не получается, у нас вот госуслуги. Но не забывайте, что госуслуги — это инструмент, который переключили очень быстро, например, для того, чтобы повестки передавать числовым путем. То есть здесь есть тоже трейд-офф. Надо смотреть, насколько числовой путь попирает определенные права людей, гражданские права. Здесь нужен баланс. Тем не менее, я с вами абсолютно согласен. И я предлагал уже давно, чтобы у нас было целое министерство по числовым технологиям в Германии. И вот сейчас в новом правительстве оно будет. Именно для того, чтобы и эти реформы тоже продвинуть. Ура! По Венсу. Вот смотрите, как это выглядит со стороны. Даже человека, который ни Трампу, ни Венсу ни разу не симпатизирует. Но я как бы не могу отрицать факты. Приезжает чувак из Америки, говорит жесткую речь. Где-то, возможно, там недостаточно экспертизы, где-то популизма, где-то там что-то еще, но и где-то абсолютно здравая критика. Он просто приехал, выступает с критикой. Он делает это там в Евросоюзе, на конференции. Дальше люди, которые там отвечают за эту конференцию, после этого выступления закрывают ее там, буквально со слезами на глазах. То, что к нам приехал сейчас американец и научил, как жить. Я вижу на это то, что вот есть люди, которые в Европе, к ним приехали, да, в там, не самой приятной форме высказали какую-то критику и все остальное, и они реагируют на нее вот так. Я не хочу акцентировать внимание на слезах, поскольку это может выглядеть как Я не знаю, я не плакал, я там был. Вы нет, но человек, который закрывал конференцию, он говорил по поводу того, Пустил слезы. Да, то ли что Европа в опасности, то ли что-то еще. Ну как так можно реагировать на критику? Никаких претензий к мужским слезам, если кто-то в этом здесь видит. Нет. Просто я думаю, и вот, например, условный человек, который там думает, за кого голосовать, там, за АфД, там, условно последователей Трампа или за там, людей скорее левых взглядов, он смотрит на это и думает, ну вообще, ну это же просто диалог политический. Зачем быть такими просто тухлыми, зачем быть такими, подобрать бы культурное слово, ну, слабыми, скажем так. Это же диалог. Почему не взять из него лучшее, то что ты слышишь, и дальше задуматься о том, что, ну, действительно, если есть такой взгляд со стороны, каким-то образом сделать выводы и становиться лучше. А это выглядит так, как будто чуваки, которые давным-давно законсервировались в своей жизни, не соответствуют требованиям времени, угрозам времени и все остальное, они обиделись. Я не думаю, что кто-то обиделись. Да, действительно, есть определенная сентиментальная вера, была сентиментальная вера в ту самую трансатлантическую дружбу, которая непоколебима. Когда к тебе приезжает вице-президент страны, с которой ты думал, что мы разделяем вот те самые ценности, да, что мы вместе защищаем свободу. Да, может быть, по-разному она немножко понимается с двух сторон, но мы всегда шли вместе. И именно поэтому многие немцы и многие европейцы очень благодарны Соединенным Штатам, да за тот же зонтик, да, атомный, который позволил нам просто разнузданно не инвестировать в наши собственные армии, а просто сидеть под этим зонтиком и заниматься, я не знаю, социальным обеспечением. И вдруг к тебе приезжает кто-то, который просто говорит тебе вещи, которые, в принципе, у тебя ты слышишь только от врагов твоей демократии, от врагов твоей системы. То есть, если там были слезы, но я не видел слез, я видел как бы челюсти, которые у нас у всех упали, когда мы это все слышали. Но я думаю, что это были слезы разочарования, может быть, такого, да, у тех, кто имел вот сентиментальное отношение с Соединенными Штатами. Они есть. В Германии особенно. Мы встречались с Венсом на прошлой неделе. Я был в Вашингтоне как часть Мюнхенской конференции. У нас была встреча лидеров Мюнхенской конференции с нашими американскими друзьями, и Венс приходил к нам, и мы с ним говорили. Это была речь, которая была намного мягче, намного корректнее.
И я не видел там слез, но, может быть, были слезы умиления, что все-таки нас не так прессуют, как нам казалось. Понимаете, с моей точки зрения, если мы уберем сентиментальность, проблема заключается еще и в том, что мы зависим от Соединенных Штатов в плане нашей безопасности. Соединенные Штаты, это не секрет, это ведущая держава в НАТО. Это атомная держава, которая, ну, как мы считаем, да, дает нам вот такую ультимативную, последнюю гарантию безопасности. Это та держава, которая всегда говорила, что 5-я статья — это неизыблемая основа нашей солидарности. И когда вице-президент этой страны приезжает и говорит: вот у нас видение вот такое, если вы не поменяете свое мнение, то мы вас кинем в клетку с львом по имени Владимир Путин. То есть это идет уже шантаж. Это правительство решило в Белом доме, оно решило, что они выстраивают новый международный интернационал. В этом международном интернационале партии, такие как «Альтернатива для Германии», как Ле Пен, как вот коллега из Румынии, как Орбан, это их идеологическая база, и они решили, что они будут прессовать Евросоюз и наше государство в этом направлении. Это решил Маск, это решил Венс, это решила вся команда Трампа. Мы считаем эти силы теми силами, которые предают нашу демократию, которые хотят нашу систему свергнуть и объединиться с Кремлем. Вот такое наше понимание этих сил. Если ведущая держава, которая держит над тобой зонтик безопасности, приезжает к тебе и говорит: этот зонтик я закрою, если ты сейчас не ляжешь в постель вместе с ними, естественно, у некоторых выступают слезы. А у меня они не выступают. У меня выступают больше принципы, по которым я говорю: вы, тот же самый Венс, говорите, что, например, наши законы по цифровым технологиям вам не подходят. Это ваше решение, это ваше понимание. На нашей территории я законодатель, который отвечает за территорию Евросоюза. Я выбран этими гражданами. Если наше большинство парламента решило, что эти законы подходят нашим гражданам, эти граждане выбрали нас, то эти законы остаются в силе, независимо от того, что говорит Венс. Точно так же, как я абсолютно уважаю законы Соединенных Штатов на их территории. А вот то, что говорит Венс, это уже диктат. И поэтому этот диктат мы не принимаем. И здесь речь даже не о слезах, а речь о том, какова наша стратегия ответа на эту тему. Это не значит, что нам надо разрушать нашу дружбу с Соединенными Штатами, это не значит, что нам надо разрушать НАТО, но выводы сделаны. В марте 2025 года Туск сказал: 500 миллионов европейцев просят 300 миллионов американцев защитить их от 140 миллионов россиян. Почему Европа такая слабая? Мы расслабились. Европа расслабилась, и причем это даже не речь идет о каких-то левых партиях, да, центристских партиях, правых партиях. Европа полагалась слишком долго вот на то, о чем мы говорили, на обещание Соединенных Штатов, что они будут помогать нам защищаться от наших внешних, я не знаю, врагов или тех, кто нас видит врагами. Потому что я, в принципе, не дефинирую никого сейчас как врагов. Мы пытаемся сейчас собраться. Это значит, что нужны ресурсы. Фон дер Ляйен говорит сейчас о 850 миллиардах евро, которые они собирают для новых вооружений. Для этого нужны структуры. И та самая коалиция желающих, Coalition of the Willing, который включает в себя и Англию, и Канаду, и так далее. Это коалиция, которая, с моей точки зрения, нуждается еще и в соответственных структурах. Я, например, считаю, что нам необходимо иметь что-то вроде Совета Безопасности Евросоюза, то есть где будут 5 стран, которые бы принимали все важные решения.
а не 27, которые сидели бы вместе. Вот это вот мое видение этого, потому что нам нужен стратегический центр принятия решений европейский. Его сейчас нет. И третье, о чем должна идти речь, это о новом моральном подходе и понимании необходимости вот этой вот солидарности. Потому что, с моей точки зрения, одна из важных проблем, которые у нас есть, она психологическая. То есть люди, живущие в Португалии и в Испании, наверняка не понимают, как себя чувствуют люди, живущие в Латвии, в других Балтийских республиках или в Польше. И если вот придется, да, речь будет идти о какой-то защите именно этого фланга нашего Евросоюза, я не уверен, что португальцы, испанцы или даже восточные немцы поймут, что опасность, которая грозит этим странам, это наша общая опасность. Поэтому здесь очень много, как у нас говорят, домашнего задания, да, очень много нам надо сделать, провести работы для того, чтобы это понимание еще и прошло, и чтобы испанцы не говорили: о, Евросоюз же, он как бы, это вообще проект мира, а не войны, как сказал Санчес недавно. Поэтому мы не хотим увеличивать, да, участвовать в этих вот всех операциях. Этого происходить не должно. Хотя бы потому, что это ставит в затруднительное, очень затруднительное положение именно страны нашего восточного фланга. А как вот последний пункт решать? Вот ни капельки не издеваясь, а просто разговор о важном в испанских и португальских школах водить? Ну, как, кроме как пропаганды, это можно сделать, а пропаганда — это плохо. Это процесс. Но это процесс, который начинается, понимаете, этот процесс и в Германии же тоже уже прошел. Я помню, когда я был одним из немногих, который говорил о возможности и о необходимости и вооружения себя, и вооружения Украины. Я был одним из первых, кто говорил о том, что необходимо поставлять оружие Украине еще до начала вот этой вот агрессии в 2022 году. И тем не менее, за эти 3 года ментальность в Германии изменилась. Потому что изменилась ситуация, потому что изменилась политика, изменился политический дискурс. И я думаю, что в этом плане роль лидеров очень важна. Если лидеры понимают, что есть такая необходимость, то они способны привести к вот этому изменению внутреннего дискурса в своих странах. Поэтому я думаю, что роль Санчеса, его коалиции, роль Португалии, у нас сейчас президент Совета, Европейского совета тоже португалец. Я думаю, что он может, Коштас, он может каким-то образом повлиять. Но это процесс. Но этим процессом надо заниматься. Точно так же, как надо заниматься не только вооружением, но и, например, гражданской инфраструктурой безопасности. Только 9% населения в Польше имеют возможность спрятаться в бункерах. Только 9% в Польше. В Германии, я думаю, что это еще меньше. Значит, и здесь должна быть проведена работа. Речь идет не только о танках, речь идет еще и о такой инфраструктуре. Вы и Алексей Навальный познакомились в Ельском университете. Это 2010 год. Там специальная программа для будущих мировых лидеров. Когда Алексея Навального отравили, и он был в Шарите, в берлинской клинике, вы были одним из тех, кого он позвал себя проведать. То есть вы настолько были близки. Ну да, Леша и Юля, они меня позвали. Они, в принципе, они даже сказали тогда, что я был одним из первых, с кем они хотели поговорить. Поскольку я немножко устанавливал связь с Меркель тогда, да, перед тем, как его вывезли. И он понимал, что я понимаю политические структуры. Мне кажется, что ему было важно понять, почему Германия столько сделала для того, чтобы его спасти. И вот мы очень много об этом говорили. Он просто пытался, поскольку он сказал, что он знает американскую политическую систему, да, он знает, там, естественно, российскую политическую систему, если можно так назвать, но он не понимал и не знал ничего, в общем-то, о Германии, да, и Меркель была для него чужим человеком. И тут как бы вот его спасают, и Меркель сама делает все возможное для этого. Объясните, для многих действительно это не очевидно. То есть почему Германии было важно спасти Навального и тогда, и, как я понимаю, были попытки после?
после начала войны? Ну, скажем так, тогда была та самая, по-моему, пресс-конференция Меркель и Макрона, когда они оба сказали, что они хотят и готовы принять Навального. Когда случилось отравление? Да, это было как раз, когда было уже отравление. Для Меркель вообще отношения с российским обществом, российским оппозиционным обществом очень важная часть ее политической биографии. Да? Она говорит по-русски, я часто с ней по-русски говорю, когда я с ней встречаюсь. А какой у него русский, как вы сказали? А2? Я считаю, что нормально. Ой, я не разбираюсь в этих всех ну, то есть вы прям можете говорить... Да, с ней абсолютно нормально, можно говорить по-русски. Обсуждать быт или политику тоже на русском можно? Ну, скажем так, политику я не пытался, потому что мне проще с ней говорить о политике на немецком языке, но я думаю, что это не проблема. У нее нормальный русский язык, ну, с акцентом, естественно. И эта часть была важна. И плюс просто к этому... культурная тяга к России. Культурная тяга к России, плюс к этому давайте не будем забывать, что у нее очень важны вот эти вот гуманитарные порывы, да, потому что она дочь пастора. И вообще вот вся политика, да, в том числе и миграционная политика, и многие другие вопросы, для нее очень важны христианские ценности, спасти человека, спасти жизнь человека. Мне кажется, что это тоже играло большую роль в данном случае. Просто для многих в России представление следующее, что раз Навального так пытались спасти западные политики и конкретно немцы, значит шпион. Ну вот такое абсолютно прямое представление. Ну, это абсолютно такое топорное понимание и политики, и общества, и ценностей в Германии, вообще на Западе. Нет. Опять же, если бы он был шпионом, он бы не пригласил меня, еще там еле двигаясь, для того, чтобы я объяснил ему немецкую политическую ситуацию. И это было то, чего он хотел узнать. Он просто проснулся, он пришел в себя и понял, где он находится, и понял, что он не понимает, почему он там оказался. Если бы он был агентом, ему бы не надо было это все объяснять. Про программу Ельского университета и подготовку будущих мировых лидеров. Тоже ни в коем случае не хочу, чтобы вопрос каким-то образом наводил тень на Алексея Навального, светлая память герою. Но, тем не менее, логически. Давайте уберем Навального из этого, за скобки этой программы. Вот американцы учат политиков со всего мира политике. И потом эти политики возвращаются в свои страны и стремятся там к руководству. Вот представьте себе ситуацию, что какой-нибудь немецкий политик, молодой, поехал бы в МГИМО получать программу тоже обучению мировых лидеров, и после этого вернулся в Германию для того, чтобы стремиться во власть и каким-то образом пытаться работать в политике. Как бы вы и вообще в обществе к нему относились? С подозрением или нормально? С подозрением, потому что это МГИМО. Потому что это учебное заведение авторитарного государства? Давайте не будем сравнивать демократические государства и университеты в демократических государствах, которые, как мы видим сейчас на примере Гарварда, часто в оппозиции к правительству, да, и мы видим конфликт между Трампом и Гарвардом, например. Это первое. Второе, не надо делать из этого больше того, что оно есть. Это была полугодовая программа. Да, это один семестр. Я про сам подход. Нет, то, что она же остается до сих пор. Просто ну да, подход. Я учился 2 года в Гарварде на Master of Public Administration, да, магистр общественного управления. Я из Германии. Я был немецким студентом. Ну и что? Германия говорит о том, что теперь американцы инфильтрируют немецкую политику. Здесь это не сходится. То, о чем там идет речь, это не идет речь об американских ценностях. Идет речь о демократических ценностях, о правах человека. Но идет речь о том, как просто написать речь, которая была бы нормально написана. У меня был там профессор Герген, который раньше писал речи для Рейгана. Вот он нам объяснял, что в речи должно быть там пафос, эпос, логос и что-то там еще. Да? Это просто skills, да? Как заниматься политикой. Никто нам мозгов не промывал. Единственное, где можно сказать, это есть действительно тренинги, кстати, очень хорошие по лидерству. Вот, например, в Гарварде я в них участвовал.
где просто шла речь о том, что является лидером. Лидер был и Гитлер, да. Ну, наверное, лучше быть лидером с какими-то просвещенными демократическими ценностями, а не просто, да, кто-то, кто хочет получить власть. Ну, вот это может быть какая-то идеологическая составляющая того, что нам объясняли. Я не вижу здесь никакого вмешательства в какие-то чужие дела. Это помощь, где у нас в России есть университеты, которые на высоком уровне, ну, кроме, может быть, МГИМО, готовят кадры на мировом уровне, которые бы понимали, ведь у нас там была макроэкономика, микроэкономика, да, как заниматься там Excel, ну тогда это было начало 2000-х годов, сейчас, может быть, речь идет об artificial intelligence, искусственном интеллекте. То есть здесь просто тебе дают возможность научиться, как лучше управлять обществом не в идеологическом плане, а вот в плане действительно ремесленном. Ну, они научились демократии за там, несколько веков, и таким образом просто учат этому скиллу других. Да, они не других. транслируют вообще свою демократию. Там нет такого вот этого империального, какого-то имперского подхода. Они просто дают возможность, ведь у нас группа была из многих разных стран. Одна из лекций, на которых я ходил, это был Тони Блэр. Он вообще не американец, у него была лекция там о роли религии в политике. Ну, окей, это что, уже про американское какое-то промывание мозгов? По-моему, нет. Ну, это мягкая сила точно. Мягкая сила есть везде, но об этом я, кстати говоря, большой сторонник мягкой силы. Мягкая сила и радио «Свобода», мягкая сила и качество образования. Если образование действительно качественное, ну, значит, это хорошо, что у нас есть мягкая сила. Вы представляете ситуацию, что... Давайте тогда попробуем пофантазировать и, может быть, надеждой пропитать эту фантазию. Допустим, проходит несколько десятилетий, может быть, раньше. Россия — это демократическая страна, и вдруг в МГИМО тоже делают программу подготовки мировых лидеров, и политик из Германии уезжает туда проходить эту программу. Когда он вернется, к нему также будут с подозрением относиться? Абсолютно нет. Потому что речь идет именно об эссенции, да, о структуре системы, которая тебя пытается или формировать, или в которой ты учишься. Если это демократическая страна, ну посмотрите, какое было отношение к Российской Федерации на Западе в 90-е годы. Никто не смотрел как-то косо на людей, которые ездили, учились в МГИМО. Это все началось после того, как страна начала закрываться. Ну, я знаю людей, да, которые учились в МГИМО, получали образование или частично учились в российских университетах. И, кстати говоря, очень часто у меня возникает тогда вопрос, а когда ты там учился? Если это в 90-е годы, то это вообще никаких вопросов нет. Если уже это позже, то здесь возникают, конечно, вопросы. Даже если это начало 2000-х годов, то уже можно тоже объяснить, ну, там как бы все было открыто. А если уже это сейчас, то здесь явные и понятные вопросы по отношению к тому, чему тебя там учили, что ты там вообще там делал в такой ситуации, когда ты страна-агрессор. Отмена русских с начала войны — это позор? Я не вижу отмены русских с начала войны. Огромное количество бюрократических проблем, которые есть абсолютно у всех граждан России, вне зависимости от того, как поддерживают они войну или нет. Да, есть вопрос санкций. Некоторые санкции были пережаты. Это так называемый overcompliance, которые есть. И я занимался очень многими кейсами, где мы пытались помочь людям, которые вообще как бы не должны быть подвергнуты санкциям. И мы пытались эти вопросы решить. Но очень часто это решение, например, Visa и MasterCard, да, то, что было невозможно. Я писал сам директору, президенту этих компаний в начале войны, в начале санкций, пытался объяснить им, что это контрпродуктивно, потому что очень многие, которые бегут от Путина или протестуют против Путина, не могут использовать свои деньги. Они сказали, что это очень трудно, потому что они боятся американских, так сказать, каких-то рычагов американского правительства, и поэтому они как бы лучше приостановят все, чем пытаться каким-то образом выбирать, где хорошие русские, где плохие русские. И эта ситуация очень часто у всех банков. Например, они не могут, им очень трудно понять, по каким критериям, например,
Они могут работать с одними и не могут работать с другими. Но это не отмена русских. Отмена русских была бы, если бы сейчас у нас не было никого с русскими фамилиями, которые бы играли в театрах, которые пели бы в операх, если бы Чайковского не ставили. А это неправда. Все это ставится, все это продолжается. Вне всяких сомнений, вы говорите про селебрити. То есть это... А мне хочется посмотреть с позиции... у меня тоже только российский паспорт, и в целом мне удалось пройти через там, какие-то там запреты и все остальное. В первую очередь у меня были возможности, в том числе там, и известность, и финансовые, и все остальное. А давайте с позиции простого человека посмотрим. Их сотни тысяч убежали от войны, и они оказываются в Европе, где у них огромное количество проблем. Начиная там банковскими, финансовыми, заканчивая какими-то еще. Разве это... Нет, мы просто про ценности говорили, в том числе, когда обсуждали там Америку, Венса и все остальное, и вы говорили про ценности европейские. Разве это вот такое санкции к самым разным людям без разбора только по цвету паспорта, это не нарушение ценностей той самой Европы? Я считаю, что, опять же, я бы хотел подчеркнуть, что нет таких санкций против граждан. Нет государственных санкций против граждан. Но они есть бытовые, да. Это бытовые санкции, это определенное непонимание со стороны многих компаний. И я тоже пытался над этим работать, потому что я не считаю это верным. Я считаю, что это по гуманистическим, гуманным причинам. Вы всегда... Давайте я тут прессую Сергея, как будто он друг Каи Каллас или кого-то еще. Сергей — это человек, который в 2022 году в октябре выступал с речью про бегущих из России от мобилизации россиян, и вы говорили, в общем, очень много слов в поддержку, вы призывали европейское общество помогать таким людям. Поэтому я тут скорее чтобы вы в целом ответили за мир, который представляете, за западный мир и за европейский, не за себя лично. Но у вас были разговоры с коллегами, например, которые нормально на это реагировали? Или, например, как я, как человек, который симпатизирует Европе, считает Европу своим миром, Россию считает Европой, и как я это вижу? Если в банк просто по паспорту отказывает человеку в счете или в каких-то финансовых операциях, то для этого и существуют политики, чтобы прийти ему сказать: дружище, в наших странах вот такие-то вот законы по поводу, возбуждения ненависти или какие-то там предпочтения по национальному или расовому признаку. И, в общем, политики должны прийти и каким-то образом банку на это регулярно существует для того, чтобы предъявить. Но этого ничего не было. Нет, я ходил в банк. Да, а вот ваши коллеги, вы ходили, а вот те коллеги, для которых это было норм, а их очень много, как я понимаю. Я не думаю, что это была норма, это была просто неприоритетная тема. И мне кажется, что в данном случае просто приоритеты ставятся в пользу Украины, украинских беженцев и судьбы украинцев. И, честно говоря, я при всем моем понимании и попытке помочь в конкретных кейсах, я понимаю, что в данной ситуации есть народ, есть страна, которая является главной жертвой этой агрессии. Что касается когда я говорил с коллегами или с Еврокомиссией. С Еврокомиссией я говорил, когда речь шла о тех самых шампунях, которые не пропускали, но это просто была какая-то смешная ситуация. Началось все с автомобилей, и я сам там звонил на таможню, пытался вызволить какой-то автомобиль известного журналиста, и потом писал на эту тему Еврокомиссии. Было откорректировано, немножко они уменьшили вот этот вот груз, но тем не менее очень трудно на уровне именно интерпретации многих санкций уговорить коллег и членов Евросоюза, что эти санкции, интерпретация этих санкций должна быть все-таки рестриктивнее, для того, чтобы не усложнять жизнь российским гражданам. Но опять же, мне кажется, что это
Но здесь есть по разным причинам. Есть причины действительно стран, которые боятся русских людей с русскими паспортами. Кстати говоря, открыть банковский счет, во всяком случае в Германии, с русским паспортом — это абсолютно нормально, это абсолютно можно, если там стоит вид на жительство в Германии. То есть я не видел таких кейсов, где, ну или если я видел, то это можно было очень легко скорректировать. Если у вас есть постоянное жительство в Германии, то вы можете открыть счет в немецком банке, и это люди делают. Были другие кейсы, когда там просто конфисцировали вдруг деньги по непонятным причинам, их надо было снова вызволить и так далее. То есть, опять же, есть страны, которые из-за страха, из-за того, что они видят, что происходит на территории Украины, и они непосредственно в близости находятся, они не доверяют людям из России. А есть страны, для которых просто не доходили руки для того, чтобы решать эти проблемы, потому что они были заняты миллионами беженцев из Украины, они были заняты вопросами, как помочь искалеченным украинцам и как остановить войну. Просто я понимаю, что в такой ситуации у европейцев есть разные приоритеты. При этом только что недавно я в своей партийной ячейке в Берлине просто ругался с некоторыми членами моей партии, где я пытался им объяснить, что нет причины возвышать себя морально над теми людьми, которые выступили против войны и выступили против Путина только потому, что они россияне. Я считаю, что вот такой морализаторский подход украинцы имеют на это право. А европейцы, которые не прошли через это, а смотрят на это со стороны, они не имеют права судить, осуждать людей, которые там в российской оппозиции, например, сказали что-то не то, но тем не менее поплатились за свою принципиальную позицию против войны и против Путина. И в данном случае я поддерживаю всех людей, которые явно и ясно высказались против войны и против Путина. Их надо поддерживать. Что вам отвечали коллеги? Те коллеги, которые ответили, сказали, что вы же понимаете, моя семья, мои предки из Латвии, и мы уже давно подвержены вот всем этим имперским поступкам со стороны Российской Федерации. Для меня это не основание, да? Я просто при всем сочувствии к семье, да, вы же понимаете, что миллионы людей внутри России подвержены имперской политике, той же самой, которая оккупировала Латвию, Эстонию, Литву. Тем не менее, у российского общества, и в том числе и у оппозиционного общества, я считаю, есть ответственность за то, чтобы, например, каким-то образом исследовать, расследовать вот те следы, ту имперскую составную нашей культуры, например, да, русскоязычной культуры. Где это у Пушкина, где это у Лермонтова, каким образом какие-то высказывания, да, каким-то образом обижают, показывают имперскость по отношению к меньшинствам или внутри страны, или балтийским народам. Все это ведь есть. Мы же знаем, что там какие-то выражения абсолютно такие, да, расистские. Многие люди даже их не замечают, пока они не переезжают в Европу, и когда они начинают понимать, я что-то там ляпнул, у нас в России это было нормально, а здесь это как-то не очень нормально. То есть вот эта работа над собой, она должна быть в любой нации, она должна быть везде. Но действительно, российское общество, с моей точки зрения, оно должно, так же как немецкое общество это делало после Второй мировой войны, оно должно каким-то образом подвергать сомнению свои принципы, которые они считали нормальными, да, вот эту вот нормальность. Тем не менее, я не считаю, что по отношению к людям, которые сделали свой выбор против войны, против Путина, мы имеем право возвышать себя морально, не будучи в их ситуации, не пройдя в ситуацию, когда их родителей прессуют дома, потому что они не успели выехать, да, только потому что их дети критикуют путинскую систему. На Западе никто не имеет права этих людей каким-то образом морально судить, осуждать и так далее. И это моя позиция, я ее открыто всем говорю, вот только что в партии там на эту тему. Страны Балтии, Чехию вы тоже имеете в виду? Это страны, куда запрещен въезд гражданам России без европейского ВНЖ.
По туристической визе нельзя въехать в страны Балтии, и точно нельзя в Латвию, точно нельзя в Эстонию, и, по-моему, нельзя в Литву, и точно в Чехию. Я не был согласен с такими жесткими мерами, но скажу вам честно, что учитывая то, о чем мы говорили до этого, учитывая их ситуацию в плане безопасности и учитывая поведение Российской Федерации, включая вопросы агентов, засылки, да, и так далее, я их понимаю. Я не считаю, что это продуктивный подход к этому, но я понимаю, что эти страны сказали в такой ситуации, когда на российском телевидении говорят о том, что нас надо там покорить, и мы вообще не существуем как нация, мы не хотим просто так бесконтрольный въезд людей с российскими паспортами. Понимаете, как бы их перспективу тоже надо понять. Я не считаю это гуманным или, может быть, мудрым, но это понятно, это по-человечески абсолютно понятно. Потому что эти люди, я вот был одним из 3 зеленых членов парламента из зеленой фракции, который подписал письмо Разы, моей коллеги хорошей литовской, перед 8 мая. Письмо, которое говорило о том, что 8 мая — это не только начало или, так сказать, триумф освобождения большой части Европы от фашизма, но это еще и начало оккупации большой части Европы советским режимом. Об этом никто не говорит. И я считаю, что эта перспектива балтийских стран и Польши, например, ну и многих других стран, которые были членами Варшавского пакта, эта перспектива не в России, боже упаси, да, не в Европе, ее не видно и не слышно. Ее надо больше понять. И я ее абсолютно понимаю. Как тогда относиться к ситуации, когда простому русскому человеку не сделать... Он испытывает огромное количество проблем с тем, чтобы получить визу, открыть счет. В какие-то страны ему нельзя, даже если у него виза есть. Например, госслужащая Татьяна Голикова имеет в Испании и Португалии 5 домов на десятки миллионов евро, и никаких вопросов к ней не возникало. Это вопрос о том, кого мы должны сажать на списки, санкционные списки, а кого нет. Каким способом эти санкционные списки должны составляться, а каким нет. Если госпожа Голикова, например, причастна не только к воровству и коррупции, но еще и к агрессии против Украины, ее имя должно появиться на списке. Но этого не происходит, потому что имена, которые появляются на списке, мы об этом уже говорили, они появлялись там очень странно, типа мы прогуглили и посмотрели, что стоит в Википедии. Это непрофессионально, и я это критиковал со стороны Евросоюза. То же касается и снятия со списков. Не может такого быть, чтобы людей снимали со списков только на основании 2 статей Financial Times, которые, скорее всего, были проплачены. А это был один из кейсов, когда сняли со списка человека. Кого? Это был РБК... Березка. По-моему, да. Я не помню точно имя, но там, как бы, вот по моей информации, это было сделано, потому что были 2 статьи. Это показывает, что нам необходимо улучшать и профессионализировать систему введения и снятия санкций. Для этого нужно больше ресурсов, больше нормальных структур. И я очень надеялся и надеюсь, что в данной комиссии, в той комиссии это было все как бы ново, потому что военная, вот это вот, хотел сказать уже военная операция, я уже сам говорю, агрессия, да, произошла уже когда структуры были сделаны в Еврокомиссии. Сейчас я надеюсь, что структуры улучшены для того, чтобы это было сделано более профессионально. Картина «Микки Маус в березках». Вы представляете эту картину? Да. Вы понимаете, что для такого русского посетителя это выглядит очень символично, что американец испуганный, либо заблудился, либо просто испуганный посреди русского леса. Ну, есть такой, русский лес надвигается, да. Что сказать, клэш разных культур,
В данном случае европейцы просто смотрят на эту картину, и они видят американец в русском лесу, а мы так посматриваем на это со стороны. Мы когда спустились, ваша помощница Виола, она увидела, как мы отреагировали на эту картину, как мы развеселились, и я спросил: а вы понимаете, почему мы такие эмоциональные? Она говорит: если честно, нет. И я рассказал, не раз уже встречался это в наших выпусках за много лет существования в Дудя, я ей рассказал, что мы то поколение, которому в школах рассказывали, что березки — это исконно русское дерево. Да. Я пока это рассказывал, она говорила: что? И я ей сказал: я понимаю ваши эмоции, потому что я в 18 лет, когда оказался впервые в поезде из Бана, ехавшем из Берлина в Потсдам, он вышел из тоннеля, и я повернул голову. Березки. Или он даже не заходил в тоннель. И я увидел, что там только березки и были. Да. Вот. Поэтому я себя чувствую в Бранденбурге довольно ностальгически. Я так ностальгирую, потому что в Бранденбурге, и, кстати говоря, в Польше очень похожие ландшафты на наши советские, да, не только российские, но и украинские, на другие. Да, нет у нас монополии на березки. Как вы относитесь к Кае Каллас, одному из очень видных европейских чиновников? Вы знаете, я не считаю Каю Каллас какой-то проблематичной личностью. Я считаю, что немножко проблематично то, что она не появлялась в парламенте после ее избрания очень долго. А это обычно люди этого ранга приходят к нам в парламент на дебаты, на заседания. И, по-моему, только в прошлый раз она наконец-то приехала в Страсбург на заседание нашего парламента. Я знаю претензии к ней. А что это значит? Прогуливает или... Нет, она ездит с миссиями, у нее достаточно дел. У нее весь мир, за который она отвечает. Но просто учитывая то, что эти чиновники все-таки, и одна из функций Европарламента — это контроль комиссии, контроль их чиновников, в том числе задавать им критические вопросы, мы все-таки ожидаем, что и комиссары ключевые, и особенно Кая Каллас должны появляться на наших заседаниях. Вот такая вот критика с моей стороны в плане прозрачности и контроля. Я знаю претензии к ней с очень многих сторон. Есть сейчас претензии со сторон членов Совета, то есть членов ЕС, да, правительства. Они говорят, что она часто там не подготовлена, да, не подготавливает базу, а потом требует быстрых решений со стороны членов ЕС, что, может быть, она немножко жесткая и недипломатичная в ее высказываниях. Но, честно говоря, когда я сравниваю ее с Борреллем, я, в общем-то, доволен. У нас есть, наконец-то, все-таки министр иностранных дел, давайте назовем ее так. Ее позиция она такая в Евросоюзе. Ее позиция, да, де-факто, типа как министр иностранных дел, причем осложняющее обстоятельство еще то, что министр иностранных дел, вот этот вот, да, специальный уполномоченный по международным делам, она зависла как бы между комиссией и тем самым советом, о котором мы говорили. То есть она отвечает и фон дер Лайен, и членам Евросоюза, всем правительствам 27. И поэтому ей очень трудно выстроить линию. Появился наконец-то. Мне кажется, что с ней появился человек, который имеет какое-то свое мнение и высказывает это мнение открыто и об агрессии, и о роли Кремля во всей этой военной ужасной конфронтации. Ну вот смотрите, она известна как жесткий критик России и как государства, и путинской, и не путинской, назовем это так, без разбора. При этом вдруг выясняется, что ее муж продолжает торговать с Россией, даже после того, как война началась, и, как я понимаю, торговать в том числе средствами, которые использовались или используются для разгонов митингов в России. Ну, это не новая информация. Нет, я понимаю. Это информация, которая была еще до ее назначения на этот пост. Еще когда она была премьер-министром Эстонии. Да. Я сейчас не делился с вами эксклюзивом. Нет, я к тому... Я думал, так звучало. Да, моя реакция была бы, если бы у меня там, не знаю, в коллективе был бы такой человек, который вот, на мой взгляд, это очень лицемерное поведение, вот, и одно с другим не считается. Если бы у меня в коллективе был бы такой человек, и он бы выдвигался на какую-то должность, которая требует открытости, чистоты, последовательности, я бы жестко против этого протестовал. Я считаю, что он,
одно с другим не сходится. Когда речь шла о назначении Кая Каллас на эту должность, мы в Европарламенте задавали этот вопрос, и ответом было, что сейчас этот конфликт интересов был снят, что у ее супруга нет этих обязательств. Если вы считаете, что это каким-то образом показывает ее как нечистоплотного политика, ну, я так не считаю, потому что я вижу то, что она делает. Она извинилась за это, как я понимаю. Она сказала, что этот вид деятельности ее супруга приостановлен. Скажем так, я не был в восторге от этой информации, но тем не менее она собственный политик, она сама политик. Главное, чтобы не было конфликта интересов. И сейчас этого конфликта интересов, по ее словам, нет. А вообще с моральной точки зрения человеку, который так жестко выступает с позиции белого пальто, в таком режиме максимального моралите, ну, допустима такая история? Здесь даже не про конфликт интересов, а здесь про этический вопрос. Ты судишь людей, в том числе те просто по цвету паспорта. Она очень много она высказывается очень резко по отношению к гражданам России, но при этом у тебя член семьи, и, насколько я понимаю, они даже в деловых отношениях были, там вроде она кредитовала этот бизнес, у тебя просто ближайший член семьи продолжает работать с этим же режимом. Опять же, в тот момент, когда эта информация вышла, я, в общем, очень возмутился. Но если в данный момент этот вопрос решен, то я бы хотел поддерживать Каю Каллас, а не пытаться закидывать ее грязью. У нас ситуация такая, что мы находимся в военной конфронтации с соседом ее страны в том числе. И мне кажется, начинать эту историю как бы вести из ее прошлого и эту нить продолжать в настоящее, если сейчас нет конфликта интересов, то у меня к ней по этому поводу сейчас вопросов нет. Ее цитата: «Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Пора прекратить туризм из России». Как вы относитесь к фразе «посещение Европы — это привилегия, а не право человека»? Эту фразу я слышал и до него, и я не согласен с этим, потому что посещение моей страны, да, посещение Германии, я не считаю, что это какая-то привилегия. Тем не менее, нет вот такого безусловного права посетить любую страну. Кого впускать, кого не впускать в страну, это решение каждого правительства в отдельности. И в данном случае каждое правительство может это решить. Я считаю, что формулировка вот такая несколько надменная, типа, ну вы хотите к нам, это мы решаем свысока, вот это то самое морализаторство, которое я не принимаю. А право государства решать, кого впускать и кого не впускать, это уже не вопрос морали, это вопрос права. Оно есть. Пардон, что столько вопросов про Каю Каллас. Мы были в переговорах с Каей Каллас об интервью, еще когда она была руководила правительством Эстонии. Не получилось, и поэтому просто через камеру коллегам передам, если госпожа Каллас готова поговорить, мы были бы очень рады. Вы знаете, как нас найти. В ваших почтах есть наши письма. Кая Каллас, человек, который жестко против путинской диктатуры, всячески это показывает, выкладывает твит из Туркменистана. Спасибо тебе, Туркменистан, за то, что приютил нас, за то, что принял нас в своей красивой столице для, видимо, саммита по Центральной Азии и Европейскому Союзу. У нас был там прекрасный обмен по многим поводам и подготовка к саммиту, который предстоит. Ну, после всего того, что чиновник из Европейского Союза говорит про Путина, его диктатуру, его приезд в Туркменистан, в одну из самых закрытых диктатур в мире, выглядит тоже несколько непоследовательно. Ну нет, приезд вот с таким посылом. То есть спасибо за прием, было классно, вкусно и полезно. Ну, я бы с вами не согласился, я бы, может быть, не делал это вот настолько слащаво, да, сколько это было сделано в данном твите. Я думаю, что это она не сама их пишет, эти твиты, а у нее есть команда, которая это формулирует. Но смотрите, я в прошлой каденции был председателем делегации между ЕС и Турцией. И я, естественно, имел рабочие отношения и поездки
в Турцию и встречался с турецким правительством. Я при этом их критиковал, но в то же время я говорил о ценности наших отношений, потому что это уже дипломатический вопрос. Это не вопрос каких-то там, не знаю, оценок, да? Это не оценочный, а больше дипломатический вопрос. Анналену Бербок часто упрекали в том, что она поставила во краю угла политику, международную политику, основанную исключительно на ценностях. Да, вот такую ценностно ориентированную политику. И якобы у зеленых, у всех вот такой вот дефицит. Во-первых, я не считаю, что Анна-Лена это делала именно так. Во-вторых, я не приверженец политики, основанной исключительно на ценностях, международной политике, международных отношениях, или исключительно на интересах. Политика должна основана на мозгах. Вы смотрите, в какой ситуации что важно, что доминантно. Наша критика по отношению к ситуации в Российской Федерации сейчас все-таки в доминанте не только потому, что выстроена такая система, но потому что эта система кровавая устроила агрессию против ничего не желающего никому зла соседа. Речь идет об агрессивной экспансивности Российской Федерации. Вот об этом в первую очередь сейчас идет речь. Как предотвратить продолжение этой убийственной агрессии? Ну, Таджикистан можно критиковать, Туркменистан можно, критиковать. Узбекистан, кстати говоря, мы тоже только что, я тоже критиковал, там тоже очень странные тенденции, и надо говорить о правах человека. Но мы не будем жить никогда в мире, в котором наши отношения выстроены только с демократиями. Такого не бывает. Когда мы говорим о том, что мы не хотим зависеть от российского газа, да, или не хотим вообще зависеть от какого-то одного импортера газа, мы говорим это потому, что 60% зависимость от российского газа, которая была в Германии, делала нас заложниками. Но мы никогда не сможем получать газ только от демократий. На газе сидят очень много автократов. Поэтому, если мы получаем газ и нефть из Азербайджана, но это только 8% или 6%. И с другой стороны, там тоже какие-то проценты. В таком случае мы диверсифицируем нашу зависимость, и мы не становимся заложниками одного человека. Ну, 8%, окей, мы можем покритиковать Азербайджан, если они не хотят нам давать газ, ну, значит, придется заместить эти 8%. А 60% заместить очень сложно. Вот просто, чтобы как бы в контекст это вклинить, контекст не белое пальто для всех наших соседей и всех стран, с которыми мы будем иметь дело. Этого невозможно, это не мир, в котором мы живем, но быть не наивными и все-таки помнить, что мы имеем дело со странами, где есть политические заключенные, где людей часто убивают и так далее, это тоже важно, и пытаться каким-то образом заступиться из-за этих людей в нашем диалоге. Так не, я как раз понимаю, что все, что вы объяснили относительно того, что политики должны общаться, в том числе евродемократические политики должны общаться с диктатурами, и это ваша работа. И это, я, наверное, много раз это вербализировал. Именно это одна из причин, почему мне политика никогда не была интересна, потому что мне бы хотелось жизнь свою построить так, чтобы с негодяями, даже по большим каким-то делам, не пересекаться. А вы никогда не брали интервью у негодяев? Нет, ну так я же понятно в каком ключе. Ну, да. Вот. Ну, то есть это как бы какая-то соревновательная история. А политика — это другое, это когда уже прям переговорная. И понятно, в целом нет претензий, что Кая Каллас поехала в Туркменистан, но такой твит после этого читать, то есть ее публичные заявления о том, что как же там классно было, который она пишет про страну, где не то что политической конкуренции нет, где интернет то ли не работает вообще, то ли работает в режиме там, чебурнета. Но это как-то лицемерно. Я считаю, что это не лучший из твитов Кая Каллас, но опять же, я бы не
ставил это во краю угла, ее отношения и ее характеристики с Путиным. Только потому, что она сделала этот твит, это не означает, что наша критика и ее критика, она представляет нас, агрессии и сущности режима Кремля так каким-то образом менее легитимна. Нет, мы абсолютно ясно и понятно говорим о том, что мы думаем о Путине. Причем, опять же, в первую очередь из-за его агрессии по отношению к соседям. Слышали ли вы когда-нибудь фразу «евросовок»? Не слышно, но могу представить, что имеется в виду. А как вы думаете, что? Ну, есть такая теория или идеологический такой подход, что Евросоюз — это копия подходов Советского Союза. Да. Что та же самая ментальность, та же самая попытка каким-то образом подавить страны, их национальные идентичности, сделать из этого вот Тот такое. же самый ЦК, который, в общем, пишет самые разные законы, директивы и все остальное. Как вы к этому относитесь? Ну, я считаю, что это не имеет никакого отношения с реальностью, потому что какой у нас ЦК фон дер Лайен, наш Брежнев, или как вообще это представить? Ну, в каждой... ЦК Центральный комитет. В каждой системе, ну, я понимаю, но ЦК было как правительство, да, но здесь правительство как бы комиссия. Ну и что? Комиссия выбрана. И, кстати говоря, когда люди говорят о том, что якобы какие-то там демократические дефициты, фон дер Лайен выбрана 27 демократическими правительствами и подтверждена нами, непосредственно выбранными членами парламента. То есть она больше легитимирована, чем какой-нибудь председатель правительства какой-нибудь страны. Многие, когда называют современный Евросоюз Евросовком, они вкладывают в это еще и такую неповоротливость и несовременность. Мир идет вперед, а вот эта законсервированная система остается прежней и вообще как будто не реагирует на изменения в мире. И есть даже один символ происходящего. Вот эта крышечка. Я всегда хотел задать вопрос европейскому политику. Вот как вы сами относитесь к тому, что там, где-нибудь за океаном огромное количество IT-компаний, в Азии тоже огромное количество IT-компаний, Россия довоенная диджитализировалась просто невероятно, и в том числе людьми, которые не присягали Путину. А Европа в это время, ну вот согласно стереотипу, как бы главное изменение, которое произошло, это то, что крышечка не отрывается. И потрачено на это было, вот тут появится титр, какая сумма. Как вы к этому относитесь? Ну, давайте начнем с того, что это не главное изменение. Я не знаю, я здесь уже 6 лет, и про крышечки я еще как бы здесь не дискутировал. Мы дискутируем об искусственном интеллекте, о числовых технологиях, да, о многих разных вещах. Дискуссия, а это то, что простой потребитель видит и... Ну, простой потребитель может тот же самый посмотреть, там на Perplexity сейчас есть прекрасные машины для поиска контента о том, чем естественно, например, в последние годы занимался Европарламент. Плюс к этому насчет этой крышечки, ну, если это самое главное, что у людей вызывает проблемы в сегодняшнем мире, то, sorry, ну, в данном случае это имеет определенный смысл. А объясните. Вот... Если у нас бутылки, вот смотрите, на этой бутылке стоит, что вы можете ее вернуть, и таким образом мы уменьшаем количество пластика, поскольку его перерабатывают. Ага. Проблема была в том, что очень многие возвращали, но без этой крышки, а крышки кидали. И таким образом, учитывая то, что этих бутылок очень много, это же не просто одна бутылочка ваша, появлялись куча мусора, который никто, хотя его можно переработать, да, ресайклинг сделать, но его никто не отдавал, не возвращал. Таким образом, вы возвращаете его вместе с бутылкой, и он перерабатывается вместе с бутылкой. Но это, понимаете, нет специального закона по этой крышечке. Есть закон, в который стоит где-то, что эти... Ну, то есть нет закона о крышечке. Есть закон о уменьшении пластика. Да, но и в этом законе есть, стоит, что в данном случае надо сделать все возможное для того, чтобы части бутылок не были разбросаны и не перерабатывались. В данном случае теперь понятно, что если вы отдаете... Ну, просто нет специального... Да, там говорят, в Германии есть такое, что типа там о банане или огурцах, да, что есть типа вот огурцы должны быть определенные
под определенным углом и изгибом, и якобы есть какие-то законы про изгибы огурцов. Действительно, это было в каких-то директивах, но, во-первых, это уже давно не... да, а во-вторых, это не самое главное, чем мы занимаемся. Это просто один из таких вот продуктов. Ну, просто если мы изменяем реальность, то она меняется и на бутылочке, но это не самое главное, что мы меняем. Нет, я понимаю. Ну, во-первых, раз крышечка... в Евросоюзе нельзя купить бутылку без такой крышечки. Ну, в принципе, нет. Нельзя, да, значит, закон есть. Вот. И смотрите, я сразу поясню, Сергей, я тоже за экологию, и когда я переехал в Европу, я очень рад, что мы ресайклим, что мы сортируем мусор и все остальное. То, что у меня пластик в отдельном пакете, я выкидываю отдельно я очень рад. И крышечки в целом я тоже рад, потому что я понимаю, какое количество их отлетало. Видите, но мы сделали вас счастливым. Нет, к сожалению, потому что, к сожалению, в то время, как мир идет вперед, и мы понимаем, что изменение и адаптирование под изменяющийся мир — это не только крышечку сделать и каким-то образом людей структурировать и сделать аккуратнее по части того, чтобы пластика не было. Меня тоже это беспокоит. Но это еще и производить электрокары, делать новые технологии, неважно, электрокар как самый заметный символ, чтобы банковские приложения были удобные, чтобы там, транспорт тоже адаптировался и был там современным и все остальное, чтобы диджитализация государственных служб происходила. Ну, то есть, чтобы это двигалось везде. А когда в других сферах это, кажется, не двигается, так как, например, там, в Азии или в Штатах, то и получается, что наверху для простого потребителя остается только крышечка. И поэтому столько тиктоков, поэтому про это столько шуток, мемов и всего остального. Поэтому это уходит в народное творчество. И даже у таких людей, как я, которому крышечка тоже важна, у меня находит это понимание. Потому что я понимаю, да, по части других прорывных вещей Евросоюз как будто бы не в топе. Вот какая логика. Просто очень много людей именно видят крышечку, но не видят всего остального. Может быть, это проблема коммуникации. Но, например, сейчас Евросоюз готовит буквально миллиарды евро для того, чтобы вливать их в числовую экономику. Мы создавали, я сам работал над законом Data Governance Act, о том, как использовать все данные, да, числовые данные, которые у нас есть, для того, чтобы их можно было больше использовать на мировом уровне и помогать таким образом развитию искусственного интеллекта, развитию нашей data economy. Мы сейчас занимаемся вопросом европейского cloud, да, то есть развитием нашего облака, да, где было бы возможно с европейскими технологиями в Европе данные иметь. То есть в данном случае мы не занимаемся с утра до вечера крышечками. Мы занимаемся очень многими важными вопросами. Тот факт, что Евросоюз в энергетической области при всем понимании того, что цены поднялись, но тем не менее цены были более-менее стабильные. Это было, например, тоже решение Евросоюза, что закупки энергоносителей будут координироваться друг с другом, для того, чтобы Германия, например, не могла на более лучших условиях за счет более маленьких стран закупать энергоносители во время кризиса, например, после начала войны против Украины. Это только один из примеров того, насколько это все абсолютно реально. Даже во время ковида Евросоюз играл большую роль, например, в плане закупок медикаментов против ковида, для того, чтобы это было сделано вместе и чтобы это было сделано скоординированно. И опять же, я с вами абсолютно согласен, я занимаюсь числовыми технологиями, я абсолютно согласен, что мы не там, да, где мы хотели бы быть в сравнении с тем же Китаем. Но в сравнении с тем же Китаем, там просто если сказать, что все решается на уровне того самого ЦК, то тогда все очень легко, быстро сделать. Если мы говорим, что есть, например, у нас вопросы к безопасности данных, к сохранности личных данных, то тогда это все немножко становится сложнее, потому что просто система сложнее. Democracy is messy. Но если мы хотим жить в демократической стране, где люди, например, не будут думать, а что происходит с моими данными, мое государство что делает с моими данными, что оно просматривает, каким образом оно делает скоринг, да, как это делается в Китае, смогу ли я полететь на следующем самолете, или потому что я перешел улицу на красный свет, у меня уже стоит соответствующий запрет в моем дигитальном
акте, да, то есть в данном случае, в моем файле, то есть в данном случае все имеет свою цену. Я понимаю, я согласен с тем, что мы должны в плане инноваций быть намного динамичнее и быстрее. Почему в Америке много числовых компаний, а у нас мало? Потому что многие очень зародились здесь, но у нас нет капитала частного, venture capital, который бы мог их развить до нормального уровня. А мне кажется, что проблема в другом, что в США и в Азии сначала делают, а потом регулируют, а Евросоюз сначала регулирует, а только потом делают. И поэтому отстают. Я цепочка знаю, да, цепочная последовательность другая, но что значит Евросоюз сначала регулирует, потом делают? Ну, штампуют, Евросоюз не штампует искусственный интеллект. Мы не предприятие, мы не компания, и мы даже не по российским лекалам какое-то сращение между государством и экономикой. Мы не занимаемся бизнесом. Мы занимаемся каким-то образом регуляцией динамики в обществе и в экономике. Поэтому мы можем делать все, что возможно, и мы это пытаемся делать, например, для того, чтобы были финансовые какие-то, да, финансовая мотивация в определенном уровне, в определенном направлении. В данном случае я согласен с критикой, и я говорю, что фон дер Ляйен должна более стратегически, например, больше инвестиций делать там, в здравоохранение и искусственный интеллект. Или промышленность и искусственный интеллект. То есть те области, где мы действительно впереди. А мы там впереди, в плане роботов, например, в промышленности и так далее. Впереди? Да. Мы, Япония, являемся технологиями, которые промышленные роботами, ну, я говорю о Германии в данном случае, в принципе, наши технологии ведущие. Ну, то есть не Массачусетс, не вот эти места, где над роботами работают в Штатах. Ну, это если вы говорите об исследовательской составляющей, а я говорю о промышленности, о робототехнике. То есть Германия впереди, или там Евросоюз впереди в pharmaceuticals, например, в химической индустрии. Вопрос в том, как это удержать при высоких энергетических ценах, да, ценах на энергию, та же самая сталь, машиностроение и так далее. Мы видим это на примере автоиндустрии. У вас есть ощущение, что Европа для предприимчивого человека сейчас точно проигрывает как место для ведения бизнеса, если сравнивать ее, например, со Штатами и даже там менее очевидными странами, например, Латинская Америка? Да, конечно. Я же, так сказать, живу не на другой планете. А почему? Вот почему вы это чувствуете? Я считаю, что много бюрократии и мало числовых технологий и дигитализации этих процессов. И над этим работает. И новое правительство в Германии будет работать. И мы здесь на европейском уровне работаем. Например, сейчас речь идет о введении так называемого 28-го режима, то есть 27 стран, где можно основывать компании. Мы хотим ввести дополнительный режим, где компании, особенно стартапы, можно основывать очень быстро, очень эффективно с применением дигитальных технологий. И вот это был бы наш offer, да, это наше предложение для того, чтобы ускорить эти процессы. Но опять же, мы не можем делать все, потому что Евросоюз во многих этих областях не имеет даже компетенции. То есть мы не можем сказать Германии, как быстро они должны выдавать регистрацию для ГМБХ. Это не наша компетенция, это компетенция Германии. То есть здесь мы тоже должны быть как бы осторожны, да, мы пытаемся, где мы можем, вот дополнительный режим, мы его пытаемся сделать, как-то подтолкнуть стран, каким-то образом дать финансы в определенном направлении. Но опять же, не во всех этих областях, особенно что касается государственных регулятивных вопросов, мы можем кому-то что-то приказывать или на что-то указывать. Вы сказали про граждан России, которым там, стоило бы провести там, анализ, собственно, имперскости и всего такого. Я понимаю, о чем вы говорите, и там, даже в моем собственном представлении о каком-то прошлом, настоящем мышлении тоже большая работа в этом смысле проводилась и проводится. Часть из нее бывает публичной в наших выпусках. Кто из европейских политиков, чиновников должен провести работу на предмет собственной ответственности, того, как они себя вели с Путиным, ну, например, после 2014 года, когда он уже откусил часть чужой территории, но с ним продолжали торговать, его продолжали принимать, улыбаться и, в общем, вести себя так, как будто почти ничего не произошло.
Очень многие, и к очень многим есть претензии. И Ангела Меркель критиковали за, например, ее биографию, где эти аспекты все-таки были без какого-то сожаления представлены в итоге. И за ее высказывания во время интервью, где она отказалась сказать, что это была ошибка, да, те же самые переговоры в Минске и так далее. У нас, в принципе, фактически все партии в Германии, у них у всех рыльца в пушку, они все приложили к этому руки, кроме зеленых. Потому что мы всегда были против и Северного потока, и вообще против заискивания с Путиным и с Кремлем, и поэтому я чувствую себя очень хорошо и очень комфортно среди политиков именно «Зеленой партии». Мы всегда критиковали. Но, тем не менее, да, очень многие должны. И, кстати говоря, я считаю, что вот форматы диалога с российской оппозицией, так называемой, да, или с российским гражданским обществом, которые от первого лица могут рассказать, что это значило для них и что значит это сейчас для них, это очень важно. Поэтому, я не знаю, слышали вы, есть такой брюссельский диалог. Это большая конференция, которую мы делали где-то 1,5 года назад в стенах Европарламента. Мы сейчас работаем над тем, чтобы этот брюссельский диалог, то есть вот базу, где европейские политики встречаются с гражданским обществом российским, которое бежало, да, которое находится сейчас в Европе, чтобы сейчас как-то приблизить, вклинить его вообще в европейские парламентские структуры, чтобы это было не только наша идея, а идея парламента. Петр Танев, коллега, который над этим тоже работает, я работаю. Я думаю, что мы надеемся очень в октябре-ноябре мы сделаем следующий такой диалог. Смотрите, по поводу ответственности. Получается, что граждане России, даже если они против войны, они свою ответственность понесли за то, что Путин стал диктатором, который вторгся в Украину. Они понесли проблемами, которые они получили, уехав даже из России, например, не имея возможности свободно путешествовать по всей Европе или имея какие-то ограничения. То есть эта ответственность есть. А какую ответственность и кто понес из европейских политиков? А за что? За то, что они принимали участие в превращении Путина в... за что в этой логике, очень спорной, граждане России несут ответственность за то, что с Путиным произошло. У нас демократические системы, и эти политики несут ответственность политическую. Их не переизбирают? Их не переизбирают, или, например, их придают анафеме, как сейчас говорят о Ангеле Меркель, которая, в принципе, ушла с очень хорошей репутацией, но после ее высказываний именно по этим вопросам очень многие к ней очень скептически относятся, хотя раньше такого не было. Пересматривают ее наследие? В принципе, да, я считаю, что... Но я ее очень ценю, потому что я ее лично с ней часто разговариваю, и я считаю, что она очень интересный политик, потому что она, в принципе, вышла из биографии, которая очень сходна с нами, то есть сформировалась в советском, да, в советском социалистическом контексте, и потом стала демократическим политиком и, в принципе, лидером всего свободного мира. Это очень интересно, если посмотреть о ее биографии и прочитать ее биографию, посмотреть ее биографию. Например, у меня очень много резонирует, да, отзываются во мне, но все, что касается именно этой политики, этих аспектов, да, есть большие вопросы и большая критика к ней, и я считаю, что она испортила себе таким образом наследие. Да. Знаете ли вы мем или фразу «Европарламент выразил озабоченность»? Да, абсолютно знаю, конечно, и мы выражаем озабоченность часто. Но это, кстати, не так уж и мало, потому что очень часто из-за того, что мы выражаем озабоченность, из-за того, что мы говорим о определенных темах, эти темы появляются на плане работы членов правительств. Выражаем озабоченность, это связано очень часто с международной политикой. В международной политике парламент играет совещательную роль. То есть мы делаем резолюции, в этих резолюциях часто стоят правильные вещи. То есть я делал резолюцию по Навальному, опять же, уже... В резолюциях Путин плохой.
Да, используем это выражение. Да, не только Путин плохой, но, например, в резолюциях можно говорить о каких-то кейсах отдельных, о которых никто не говорит, никто не видит. Там, например, адвокатах Навального, о которых многие забыли и не думают, да, которые сейчас находятся в тюрьмах. Называть имена определенных людей, делать какие-то предложения по санкциям, например. И это идет потом все и в комиссию, и в совет тот самый, да, где сидят 27 членов правительств, и они над этим начинают уже работать. И очень часто мы вносим, да, как бы в дискурсы, в этот процесс наши идеи. Ну хорошо, допустим, вы выразили озабоченность по поводу адвокатов Навального, которые совершенно без пределу посажены в тюрьму. А дальше что? В данном случае эта озабоченность, это дает им visibility, то есть то, что люди знают, это их имена знают, и очень часто в случаях политических заключенных многие, и их адвокаты, и их члены семьи хотят, чтобы их имена прозвучали, потому что это, по мнению некоторых, дает им больше гарантий, что защита. Их видят, о них помнят, и есть защита. Я немножко более скептически настроен, потому что мы видим, что это очень часто не работает. Тем не менее, давайте тоже не будем забывать, что многие, которых вызволили из плена, из тюрьмы по обмену, это были те люди, которые стояли в наших резолюциях, их имена постоянно будировались, мы постоянно об этом говорили. И эти имена оказались на этих списках. А чем вот это отличается от работы просто медиа? То есть вот журналисты говорят про каких-то людей, с которыми справедливо себя повели, и, получается, европарламентарии делают то же самое. То есть это работа медиа. Ну, в принципе, да. А парламенты национальные, которые принимают резолюции по международной политике, они тоже не решают международную политику. Международная политика — это всегда прерогатива власти правительственной, да, у которых есть дипломатический аппарат, который занимается дипломатией. Парламенты всегда выражают озабоченность этим. Они очень редко могут сказать, кому-то там приказать, тем более, если это Путин. Поэтому в данном случае это такой вид дипломатической работы. То есть мы поддерживаем правительство в их дипломатической работе с этими странами по этим вопросам. Плюс к этому не забывайте, что у нас есть прерогативы, это прерогатива в торговой, международной торговой политике. То есть все торговые соглашения, в том числе и с Трампом, и с другими, они проходят через нас. Без нашего окей, без нашей законодательной деятельности, все, что касается торговли международной, не проходит. То есть это одна из частей, где наша прерогатива абсолютно понятна, и мы имеем абсолютное право голоса на это. Что касается части, например, оборонной промышленности, мы только что приняли закон по европейском оборонной промышленности, программе оборонной промышленности, который прошел через нас. То есть как мы выстраиваем, например, оборонную промышленность, тот же Андреас Кубилюс как комиссар, мы как парламент, мы это выстраиваем вместе, потому что здесь, опять же, речь идет о промышленной составляющей этого, но тем не менее у нас есть теперь оборонный комитет, раньше этого не было, абсолютно нормальный комитет, который занимается этими вопросами. То есть, как говорят, не все так однозначно, есть определенные рамки, в которых мы имеем только совещательный голос. И в данном случае я часто говорю и моим российским, русскоязычным коллегам, и моим украинским партнерам, не завышайте планку ожиданий по отношению к тому, что мы принимаем в наших резолюциях. Но, тем не менее, эти резолюции очень важны, потому что они очень часто мотивация и база для действий правительства ЕС. Не дай бог, послезавтра Путин вводит войска в Эстонию. Что будет делать Евросоюз? Трамп говорит, что НАТО не будет активировать 5-ю статью. Что будет делать Евросоюз? В случае, если Трамп это скажет? Да. У Евросоюза есть тоже своя 5-я статья. У нас есть статья, которая обязует нас быть солидарными в данной ситуации и защитить эту страну. Она, кстати, еще формально она более сильная, чем 5-я статья. Я думаю, что в этом случае мобилизуются
военные силы и Польши, и Германии, и мы встанем на защиту нашего балтийского соседа. Быстро это не произойдет, как я понимаю. Я думаю, что это может произойти намного быстрее, чем мы думаем. Мы видим, что в действительно кризисной ситуации Евросоюз мобилизуется. Так было с ковидом, так было после агрессии против Украины. Все-таки давайте не будем забывать, что Евросоюз при всей разности мнений, разнообразии мнений очень быстро пришел к единому знаменателю по поводу нашей поддержки Украины. И в данном случае, я думаю, все поймут, что речь идет о выживании Евросоюза и Европы. Вас самого это не демотивирует? Ну, то есть, что у вас там статус политика, Европарламента, парламентария, но по факту вы мало на что влияете? По факту я влияю довольно много, потому что в этом-то и заключается моя работа. Например, то, что мы смогли помочь около 3000 российских людей, российских граждан, которым пришлось покинуть Российскую Федерацию по идейным соображениям. Очень многие люди искусства, многие ведущие интеллектуалы и политики, они переехали, например, в Берлин, и я лично, и мой офис помогал им по многим этим вопросам, пробивали гуманитарную визу, организовывали им даже в частных случаях возможность остаться, попасть в Евросоюз, остаться в Германии. То есть я лично вижу конкретные кейсы, кому я помог. Я лично вижу Карамурзу, который, слава богу, жив, или Яшина, который, слава богу, жив, в том числе и потому, что мы били во все колокола и говорили о них постоянно. И опять же, я вижу как память об Алексее Навальном, тот факт, что он получил Сахаровскую нашу премию, да, тоже каким-то образом мы привнесли нашу толику в его дело и работаем вместе с его семьей и с его фондом, так же, как и со всеми остальными представителями оппозиции, гражданского общества. Какая у вас политическая амбиция? Кем вы себя видите через 5-10 лет? У меня лично? Конечно, мне бы хотелось каким-то образом внести лепту в какие-то правительственную роль. Да? Каждый депутат, я думаю, хочет быть, там, я не знаю, замминистром или министром. Но в данном случае настолько много вопросов, да, по пути туда, включая тот факт, что зеленые не являются сейчас частью правительства, что, в принципе, я был бы очень рад и горд тому, если бы я вторую каденцию завершил с какими-то там успехами и в области внешней политики, и в области цифровой экономики, над которым я работаю. Это для меня самое главное, и плюс к этому поддержка людей. Я часто говорю, что я это делаю там не для каких-то лавров, а пытаюсь просто кому-то помочь. Или там нашим русскоязычным россиянам, естественно, украинцам, которые сейчас в беде. Да или просто каким-то стартапам в Берлине, которые сталкиваются с проблемами. Ну вот у меня вот такое вот. Мне приятно помочь нашей демократии, а это значит людям. Человек, не являющийся гражданином Германии по рождению, может претендовать на должность канцлера? Да. То есть это не как в Америке? Не как в Америке. Ага. Вы в каких-то таких совсем смелых мечтах об этом думаете? Ну, на должности канцлера, честно говоря, нет. Потому что это нереально или потому что вы не хотите? Есть много должностей под канцлером, которые можно себе представить, и не будучи канцлером. И они интереснее? Ну, я считаю, что роль министра тоже интересна. Не обязательно быть премьер-министром. Но вы думаете об этом? Я думаю, что политик, который никогда не думает и не мечтает об этом, плохой политик. И финальное. В чем сила? Сила в человечности.